So, we think we're here Итак, мы думаем, что мы здесь, to listen to Buddhist teachings чтобы слушать буддийские учения with an open mind. с открытым умом. Even if we've heard it 1,000 times before, Даже если мы прежде слышали все это 1000 раз, listen freshly. мы слушаем со свежим умом, With always the wish to hear it, to hear the meaning, you know. всегда с желанием услышать смысл, To hear it as advice. услышать эти слова как совет, To develop our qualities and help others. дабы развить свои качества и помочь другим. Yeah. Okay. Are there any questions that came from your discussions? Итак, всплыли ли в ваших обсуждениях какие-либо вопросы? Oui? Where's a we? Wait. Il y a 2 ans aujourd'hui, mon frère est mort et le matin de sa mort, j'étais à ses côtés et j'attendais son épouse pour qu'elle me remplace. Nous ne savions pas qu'il allait mourir le soir même et j'ai posé ma main sur sa poitrine. Il était sur son lit à l'hôpital et je me demande encore aujourd'hui si j'étais vraiment à ma place en faisant ce geste de poser ma main sur sa poitrine. Pourtant, ça m'a fait énormément de bien, mais je pense aussi que ça lui a fait du bien. Ровно 2 года назад я была в больнице рядом со своим братом, который умирал. Его жена собиралась прийти, чтобы я это не сделал. Мы не знали, что он уйдет в это конкретное мгновение. Он умер, когда я там находилась, и в этот момент я положил руку на его грудь, и у меня возникло хорошее ощущение, и мне показалось также, что это полезно для ему. Но до сих пор мне интересно, да, была ли я на своем месте, находясь там. Сделали ли вы что-нибудь еще, когда там читали ли вы или молитвы? Прошли ли вы какие-то молитвы? Читаете ли вы вообще молитвы, если это часть вашей практики? Oui, j'aurais pas osé vous le dire, mais je lui ai dit, et ça m'est sorti spontanément, tu peux partir. Я спонтанно ему сказала, теперь можешь идти. Теперь ты можешь двигаться дальше. И как долго вы с ним находились? 2 часа. So you did nothing else? You didn't do any other prayers? You don't know prayers? I'm just asking. I'm not saying you should. I was just asking. Больше вы ничего не делали, не читали никаких молитв? Я не говорю, что вы должны были, просто спрашиваю, читаете ли вы вообще молитвы, религиозны ли вы? Je n'en avais pas, mais je sentais que je me devais d'être présente à ses côtés. У меня не было никаких молитв. У меня просто было чувство того, что мне нужно находиться. Но в эти 2 часа никто, кроме вас, его не касался. То есть эти 2 часа он пребывал в умиротворенном, спокойном состоянии. Pendant 2 heures en attendant son épouse pour me remplacer. Et il est mort 5 heures plus tard. Он умер только после этого. То есть он еще не был... Он не был в сознании. Он не был в сознании? Не знаю. Он был в умиротворении? Казалось, что он спокоен? When did he die? После потрогав его грудь рукой, я почувствовал, что он спокоен. А когда он умер? Через 5 часов спустя. А тогда вы с ним были? Уже нет. Что ж, я просто...
Yes. Ну, Good. то, It was что, peaceful. That was you're with him and quiet. That's good. то, что мы делали, не было никакой ошибки. Хорошо, что он был спокоен, в спокойствии, что вы с ним находились и так далее. Но я расскажу о процессе смерти, вы просто это So послушаете. anyway, we talk about the process, and you can hear it and see if you can relate any of it to your experience. Мы опишем процессы, вы выслушаете описание и сами подумаете, соотносится ли это как-то с тем, что вы наблюдали. Okay. Хорошо? Someone else. Еще кто-нибудь? I'm getting covered in things. Yeah. Who else? I have a question. What about those who take their life, those who commit suicide? J'ai une question. У меня вопрос. А что с теми, кто совершает самоубийство, So лишает why себя don't, I know жизни? what you mean, but it's good to Yeah. say more than what about. Why don't you be more precise in your Я question? понимаю, что вы имеете в виду, но как насчет того, чтобы более конкретный вопрос задать, а не ограничиваться словами? Что насчет? Those who've had a loved one who decided to take his life, That's right, or her exactly. life, Yes, are often left extremely distressed. that's right. And they don't know how to cope with it. So who are you talking about? The people who... Sorry, I'm confused now. Те, I'm кто thinking of those who are лишаются left близких. behind and Okay, that's... also Okay, I hear you. deceased. No, I hear you. Non, je pense Okay, à at the ceux qui moment... sont, qui Okay, laissent, wait, okay. yeah. Okay, I see. Yeah, sorry, go on. Say it in French. Sorry, I interrupted you. Excusez-moi, je voulais seulement dire que par rapport Те, кто остаются без... il y a d'abord la famille. лишаются близких вследствие того, что те лишают себя жизни, часто переживают очень мощный стресс, бывают в расстроенном состоянии. Well, here the discussion is about the dying, so I can certainly answer that, and then let's see. As for how we deal with it, that's another discussion. Isn't it? Здесь мы говорим об умирании, так что я могу ответить на этот вопрос с этой точки зрения. А вопрос о том, как нам справиться с смертью близких, это совсем другой разговор. Ensuite, il y a l'autre discussion, c'est comment est-ce que nous qui restons, So, et on yeah. réagit à tout ça. so we read from Lama Zabrimshe before about how important it is at the time that you are dying, when the karmic seeds are being triggered, how the mind is. You heard that, didn't you? How important that is. Мы ранее зачитывали слова Ламса Примпаче о том, насколько важно кармические семена, которые активируются. С точки зрения активации кармических семян, насколько важно состояние ума, в котором мы умираем. Вы это слышали, верно? Graine karmique positive soit déclenchée à ce moment-là, Positive? Да или нет? so that a positive karmic seed might be triggered. That's true. I don't remember saying it, but never Ага. mind. С чем Робина уточняет, она ничего не говорила It's про okay. позитивные кармические Correct. семена, но Фрацуа... Okay, so listen. Okay, Так, so we все heard правильно. that it's so crucial to be peaceful and virtuous during this process, because it is then that the karmic seed that will determine your future life is triggered. Мы помним о том, что очень важно пребывать в умиротворенном и добродетельном состоянии ума, когда умираешь, потому что именно тогда будут активированы, приведены в действие семена, которые предопределяют твое следующее рождение. Graine karmique qui va déterminer où vous allez prendre renaissance va être déclenchée. So then we have to ask, we have to try and imagine what is on the mind of the person who decides to kill themselves. И нужно тогда спросить, нужно попытаться представить, что происходит в уме человека, который решает себя убить. Décide de se suicider. We might not know for individuals precisely, Мы, может быть, не знаем обстоятельств конкретного Pas индивидуума, savoir en tant qu'individu we can précisément, generalize. но обобщить можем. personne particulière, mais on peut généraliser. So the question is, either the person kills themselves for a virtuous reason, which means it's compassion, they're peaceful, it's loving, it's wisdom, or they kill themselves out of fear, distress, despair, anger, aversion. Which one do you think it might be? I mean, it's fairly obvious, isn't it? И здесь либо всего два варианта. Либо человек может убить себя в добродетельном состоянии ума, то есть состоянии ума умиротворенном, сострадательным, любящим, пронизанным мудростью и так далее. Либо в состоянии расстройства, страха, гнева, вторжения. И здесь вполне очевидно, какой из двух вариантов. Вы что думаете? La deuxième réponse, number two. Yeah. Второй.
This is Да. the tragedy, isn't it? В этом и трагедия, верно? So we can only imagine that a person, when they die, if they kill themselves, they're not dying peacefully. Мы можем себе только представлять, что человек, который лишает себя жизни, если умирает в таком So we, состоянии, we'd have to не assume умиротворен. that dying in that way with a lot of distress can only trigger a negative karmic seed and cause them to take a very suffering future life. И мы должны That сделать, means animal rebirth, spirit rebirth, hell rebirth. и мы должны сделать допущение о том, что человек, умирающий в таком расстроенном, полном стресса состоянии ума, в его или ее уме может созреть только негативное кармическое семя, которое предопределит рождение лишь в одном из трех низших царств, то есть в царстве животных, голодных духов или царстве адов. I mean, I think you can imagine a person dying for good reasons. Думаю, что можно представить себе человека, который умирает в силу хороших причин. You know, some people really say that they don't want to spend all that money and take all the time, and they really think it's best for everybody else that they die. You could imagine it could be compassion. You could imagine this. It could be, possibly. But in general, it seems to me, when we hear about people killing themselves, it's not they're not blissful, are they? They're full of despair and just want to make it all go away. Well, the tragedy is it doesn't all go away. You know, this is the Buddhist view, as we're hearing. Есть люди, конечно, которые говорят, что предпочли бы умереть, чтобы не тратить на свое поддержание в жизнеспособном состоянии такое количество денег, усилий и внимания других людей и так далее. И понятно, то есть мы можем допустить мысль о том, что кто-то, возможно, не хочет уйти из мотивации сострадательной. Но в целом говоря, большинство людей, которые совершают суицид, лишь испытывают просто очень сильное отчаяние и хотят, чтобы все ушло. А трагедия здесь состоит в том, что ничего никуда не уходит. Во всяком случае, в соответствии с буддийскими представлениями. And as for how we deal with it, someone else's death, that's quite complicated, isn't it? Depending on our relationship. Like if our ex-partner kills themselves because they can't stand us, and that must be terrible guilt and must feel dreadful. Many people must never get over it, you know. It's very hard to extract ourselves from the person's problems, isn't it? Что до того, как пережить смерть другого человека, это вопрос совсем другой. Он зависит от того, в каких взаимоотношениях мы состояли. Например, если самоубийство совершает ваш бывший партнер, потому что вы для него или для нее нестерпимы, они не могут вас терпеть, то освободиться от чувства вины, связанного с такой смертью, очень сложно. Или, скажем, если самоубийство совершает ваш ребенок, мне представляется, что это невыносимо. So one of the things that you hear a lot, people think that they're responsible, and if only I had done this, and if only I had done that, and why didn't I do this? Then people, end up never stopping having guilt because they think it's their fault, you know. Одна из вещей, которых доводится слышать, это чувство вины у людей, то, что они думают, если бы я сделал то, если бы я сделал это, то это удалось бы предотвратить и так далее. То есть люди чувствуют ответственность, им кажется, что это именно их вина, произошедшая именно их вина. Not easy, is it? Это не просто, правда. But I think, from the Buddhist perspective, of course, to have compassion. Но, думаю, с буддийской точки зрения, разумеется, необходимо поддерживать сострадание. And it can never be that we are totally responsible. That's impossible. И не может быть такого никогда, чтобы мы были полностью ответственны. Or that we, if only we had done this is just useless thinking. Мысли о том, что если бы мы сделали то-то, это ненужное, бессмысленное мышление. But maybe we can learn from it. Бесполезное мышление. Но, может быть, на основе этой ситуации, на основе произошедшего мы чему-то можем научиться. Because it is true, we don't really know what's going on in other people's minds. Ведь мы действительно не знаем, что происходит в умах других людей. And then, especially if a person's like our ugly old alcoholic uncle, and we can't stand being around him, and then we're going to feel very guilty because we think we should have been around him more. Maybe you're right. Maybe we can learn from that. This might be true. И если, скажем, человеком, совершившим самоубийством, был наш старый, толстый, непривлекательный дядя-алкоголик, с которым мы терпеть не могли находиться рядом, и мы после его смерти думаем, мне все-таки следовало с ним больше проводить времени. Что ж, может, на основе такой ситуации мы действительно чему-то можем научиться. But also from the Buddhist point of view, there's lots of things we can do from the having prayers and things done. Especially Lama Zopa, if you read this book of Rinpoche's, which I'm mentioning. It's like giving you an advertisement. I'll have to tell you the website again. fpmt.org/death.
Но Download it for free. в частности, с буддийской точки зрения, мы можем очень многое сделать для ушедшего, как то организовывать чтение молитвы и тому подобное. В особенности на этом делает акцент Лама Цопа Ринпоче. Я здесь как бы рекламирую снова и снова его книгу, которую, как вы помните, бесплатно можно скачать на английском языке по адресу fpmt.org, прочерк, косая черта, Death. И называется «Как помогать своим близким наслаждаться смертью, получить удовольствие от смерти и с радостью отправиться к следующему перерождению». So it's chronological. The advice is given chronologically. И советы даются в логическом порядке. What to do the weeks and months before death. Что делать в месяцы и недели, предшествующие смерти? Что делать за несколько дней до смерти, в несколько часов, в момент смерти, часы после, через несколько дней после недели, после смерти? То есть там много практик, предназначенных для периода после смерти. И по словам, в соответствии с учением Ринпоче, в этот период можно очень большую пользу принести умершему. Все это содержится в книге. Хорошо? Еще что-нибудь? Давайте поговорим о процессе смерти. This is from the Vajrayana teachings. Это писание, исходящее из учения Ваджраяна. Okay, so the whole process, and it is described in terms of 8 stages. Весь процесс описывается в категориях 8 стадий. When the lamas give these teachings, they never say when it starts. They very rarely tell you when it starts. Когда ламы дают эти учения, они никогда не говорят, когда процесс начинается. Очень редко упоминают, в какого момента он начинается. But Rinpoche indicates. And from things he says, and you can assume it's probably several hours before the breath stops. Ринпоче подразумевает, как бы дает определенное указание, позволяющее сделать умозаключение о том, что начинается процесс, скорее всего, за несколько часов до остановки дыхания. So, okay. Various things happen at each of these 8 stages. На каждой из этих 8 стадий происходят разные вещи. But what's very interesting about this process is that physiologically and psychologically it's exactly the same process as going to sleep. Что очень занимательно в этом процессе, это то, что с психологической и физиологической и психологической точки зрения это тот же самый процесс, который заворачивается каждый раз, когда мы засыпаем. А переживание сновидений is exactly the same experientially as the experience what they call the intermediate state, which is what the mind experiences after it leaves the body. С точки зрения переживаний, то же самое, что ум переживает в так называемом промежуточном состоянии. То есть в точности подобно тому, что ум переживает, уже покинув тело. And then the experience the mind goes through when it wakes up. А тот опыт, который он переживает, когда просыпается, когда тело просыпается, similar to the experience in some ways of being reborn. В некоторых аспектах подобно опыту перерождения. And they talk a lot in the Vajrayana, and in Rinpoche's book, he discusses the great meditators, the great yogis are able to utilize these experiences of sleep, dreams, and waking up to help them be ready for the experiences of death, intermediate state, and rebirth. И в учениях Ваджраяны в целом, и в книге Лама Цопа Ринпоче в частности, много говорится о том, что великие йогины используют эти переживания, засыпания, сновидения и
пробуждения после сна, для того, чтобы подготовиться к процессам умирания, пребывания в промежуточном состоянии и перерождения. So just roughly speaking, you know, the first stage, the earth element. Remember we're talking in this model, the physical matter is made of the 4 elements: earth, air, fire, water. Говоря грубо, если вы помните, мы беседовали о том, что физическая материя условно состоит из 4 элементов: земли, воды, воздуха и огня. Well, that's this body, isn't it? Same as the rocks on the carpet, it's the 4 elements. И то же самое с нашим телом, в точности подобно скалам или коврам. Оно состоит из 4 элементов. According to this way of seeing the world, as I mentioned before, all consciousnesses, all minds are inextricably linked to their own set of the 4 elements at a subtler level. И, как вы помните, в соответствии с этим мировоззрением, все сознания, все умы неразрывно связаны с своим собственным набором 4 элементов тонкого уровня. So first the earth element ceases to function. Так вот, первым перестает функционировать элемент Земли. Your body becomes really heavy, you know. Тело становится по-настоящему тяжелым. You feel like you're sinking. Вам кажется, что вы даже тонете. You know, you might even reach up as if to hold on to something. Можете даже Even приподняться. reach up as if you're holding on to something. Можете даже приподняться, словно бы пытаясь за что-то ухватиться, что-то взяться. Well, you look at when you're really tired. Посмотрите на себя, когда вы сильно устаете. Your body's like lead, isn't it? Тело подобно свинцу, Heavy as lead. we say. тяжелое, как свинец, говорим мы в английском. Yeah. At the same time, your eye consciousness ceases to function. В то же время перестает функционировать ваше зрительное сознание. Look when you're really tired and you're talking to a friend. Смотрите, вот вы устали, беседуете с другом, Or when you're driving a car and you're really tired. или ведете автомобиль и очень устали. Your eyes are open, Глаза открыты, but it's really a struggle, isn't it, to see anything? но с трудом удается хоть что-то разглядеть. And at the same time, there's this. They talk about these different kinds of. They talk about the 5 wisdoms. Okay, it's a particular capacity of the mind that functions while we're at its in day-to-day level of life. So the particular capacity here is the ability to see many things at once. When you're really tired, you can't, can you? В то же время речь заходит о 5 мудростях, и это способности ума, разные способности ума, которые проявляются на повседневном уровне. Так вот, та способность ума, о которой здесь конкретно идет речь, это способность одновременно видеть несколько разных объектов. Когда вы по-настоящему устаете, это сделать сложно. Опять же говорит, что набор 5 мудростей, эти способности ума. Это попросту способности ума. Говорит, они обозначаются в соответствии с функциями чувств, и каждая из них прекращается, пресекается параллельно пресечению чувств. So at each of these stages, there's this inner sort of subtle thing that happens, like they call it an inner sign. But only the greatest yogis can notice this. This happens every time you go to sleep, every time, but we never notice, you know. But this is something that when you're a meditator and you can learn to become familiar with this and learn to be able to recognize it when you're dying. It's cool. The yogis can do this. С каждым из этих этапов связано определенное внутреннее переживание, такое внутреннее видение. И на самом деле эти видения проявляются даже когда мы погружаемся в сон, но мы, как правило, их полностью не замечаем. Если же мы йогин, то мы способны тренироваться в узнавании этих знаков и использовать их в процессе умирания. I remember when Geshe Lama Kontrok, this amazing Lama, some of us know, and I'll maybe talk about him more, when he was dying, because they can die in complete control. They go through the whole process with absolute control because they've practiced. They're great yogis. They've gone to their subtle mind in their meditations. Помню, когда умирал Geshe Lama Kontrok, изумительный лама, которого некоторые из присутствующих знали,
Сколько он был йогином, он, как и все йогины, был способен контролировать процесс умирания, умирать с полным контролем над He was talking происходящим. to his attendant, И вот он беседовал со своим аттендантом, монахом, and then he said, "Go away. The mirage is just starting. This is a sign. It's called the mirage-like vision. Mirage-like vision, which is an interplay, isn't it? An interplay of earth and water, isn't it?" и сказал своему аттенданту: «Уходи, начался мираж». И вот это первое из видений и называется мираж. Мираж как взаимодействие элементов земли и воды. Eh ben, c'est la vision comme d'un mirage. Et un mirage, on sait que ce sont les éléments eau et air qui jouent ensemble dans un mirage. So now the next one, this capacity of the mind, they call it the wisdom of equanimity. It's the capacity of the mind to experience pleasure, pain, and indifference. Следующее — это мудрость равностности, то есть способность переживать приятные, неприятные и нейтральные чувства. You know, when you're wide awake, Совокупность чувства. Когда вы бодрствуете, a very vivid distinction between these three, isn't it? Pleasure, вы, pain, especially pleasure and pain. вы очень явное различие проводите между этими тремя вещами, в особенности между удовольствием и болью. But when you're tired, Когда вы устаете, kind of who cares, you know? кому какое дело? Your ear consciousness Ваше слуховое сознание, сознание уха, ceases to function. перестает функционировать. So there you are talking to your friend, Вот вы беседуете с подругой or in the middle of a teaching, и сидите на учениях. and then Lama Zopa asks you a question. Лама Зопа задает вам вопрос. You just missed it because you were going off. You're still sitting up with your eyes open, but your ears stop functioning because you're on the way to sleep. You all have that experience. You're talking to your friend and you missed the last 20 seconds. You know, you didn't hear what they said. You feel embarrassed. Вы прослушали, но вы не слышали вопрос, потому что хотя вы сидите с открытыми глазами, вы уже на пути к засыпанию. Или вы в беседе с подругой последние 20 секунд беседы вы пропускаете. И, соответственно, в таких ситуациях только остается, что чувствовать неловкость. We have that experience. У нас всех и был такой опыт. So these parts of your, it's sort of like all these components that make you up are kind of, the package is deconstructing, you know? Как если бы здесь как бы все эти компоненты, из которых вы образованы, весь этот набор подвергается этой конструкции. You know, the term they use is dissolution. The ear consciousness dissolves, the eye consciousness dissolves, the water element dissolves. It's a process of dissolution. Используется понятие растворения. Ваше слуховое сознание уха растворяется, ваше сознание глаза растворяется, элемент воды растворяется и так далее. Это процесс постепенного растворения. Oh, so back at the first one, as Rinpoche says, when the eyes cease to function, one of the indicators that you'll be dead in a couple of hours is if your eyes are open and they no longer close. Если вернуться к предыдущему этапу, обратиться к словам Лама Зопы Ринпоче, они, когда пресекается, останавливается ваше сознание, зрительное сознание, одним из признаков того, что вы умрете в течение нескольких часов, является то, что ваши глаза открыты, и вы не можете их больше закрыть. Они больше не закрываются. And Rinpoche says that this is what happened with Lama Yeshe during the last couple of hours before he passed away. И Ринпоче говорит, что именно это случилось с Лама Йеше по ходу последних пары часов перед его смертью. So the second stage, the capacity of the mind to distinguish between pleasure, pain, and difference, the ear consciousness, and the water element ceases. The liquids in the body begin to dry up. Но вот на втором этапе способность ума различать удовольствие, боль и безразличие, слуховое сознание, сознание уха и элемент воды растворяются. Элемент воды растворяется, и жидкости в вашем теле начинают пересыхать. And so now the subtle indicator, the subtle sign that would occur, that is the one they call it. This is they call the vision of smoke. Тонкий знак, тонкий показатель, который проявится, называется видением дыма. You know, and you could say it's like the interplay of now water element and the next one fire element. И можно понять, что это как бы взаимодействие между элементом воды, о котором только шла речь, и следующим элементом, элементом огня. So to this point, this is the point where it's likely at this point when your gross consciousness is now ceasing to function.
Именно вот в This этот is where the момент, karmic seed is indicated. This is where the craving and grasping are activated strongly. именно здесь, по мере того, как распадается ваше грубое сознание, явным образом выявится страстное желание и цепляние. И будет выделено кармическое семя, которое предопределит следующее рождение. So as Rinpoche quotes, Pabonka Rinpoche says, in Liberation in the Palm of Your Hand, Лама Сопа цитирует то, что говорит в освобождении ладони вашей руки your Пабонка dying Ринпоче. thoughts activate the karma that will be the cause of your next rebirth. Ваши мысли в процессе умирания активируют карму, которая станет причиной вашего следующего перерождения. And the activators of this throwing karma are the 8th and 9th links, craving and grasping. А тем, что активирует эту вергающую карму, являются 8 и 9 звенья, страстное желание и цепляние. And then Rinpoche says that this takes place. И цитирует Лама Сопа, Oh dear. We've got a plug here. We have electric plug-in. и цитирует Лама Сопа Пабонка Ринпоче. Can you go and get my Пабонка Ринпоче говорит, что это происходит пока ум все plug еще in. активен. You know the one for the iPad? The little plug. And you got to take off my big computer plug, my Mac plug, and pull off the piece. Do you understand? And put it onto the little plug, and then bring the long cord, which is plugged into my computer, which has the end that goes in here. Those two things. Пока он все еще активен, и вы все еще способны вспомнить добродетель, Okay. или пока As Rinpoche says, this takes place они могут while the mind is напомнить still другие active, люди. and То you can есть still сейчас, recall virtue or be reminded of it by other people, and that's now. пока ум все еще активен, и вы все еще способны вспомнить добродетель, или пока они вам могут напомнить другие люди. То есть именно сейчас, именно здесь. Et d'entendre si quelqu'un, par exemple, nous rappelle la vertu ou nous appelle, nous parle de choses vertueuses. Yeah. So then the next stage is called the third one. This wisdom, it's the capacity to distinguish between this and that. Следующая стадия — это способность. К следующей стадии относится способность отличать одно от другого. But you can no longer tell the difference between, your beloved on the one side of the bed and your ugly husband on the other. You can't tell the difference. You've lost the plot, at this point. И вот с этого этапа вы уже не способны отличить своего любимого с одной стороны и своего уродливого мужа с другой. Вы полностью потеряли смысл происходящего. You can't distinguish. Вы их не различаете. Fire element ceases. The heat in the body ceases. Элемент огня пресекается, жар в теле пресекается, And your nose consciousness ceases. и пресекается ваше сознание носа. And breathing is getting more difficult. Дыхание становится более Longer затруднительным, out breaths and less in breaths. выдохи становятся длиннее. В тексте в книге Лама Сопа это не сказано, я просто добавлю, выдохи становятся длиннее, а вдохи меньше. And the inner sign that says like sparks. А внутренний знак, как это описывается, подобен искрам. Like, when you burn dry grass. Как когда сжигаешь сухую траву, Or like a сухое sky семя. filled with fireflies. Или как когда небо полно светлячков. So they say that the heat is leaving gradually the heat now is leaving the body, and the way the heat leaves the body can be an indicator of the type of rebirth you get. Говорится, что тело покидает, жар покидает тело, и то, как жар именно покидает тело, указывает на то, каким окажется перерождение. So if you're dying, if your mind is virtuous during this process, and your mind is peaceful and virtuous, and already a karmic seed of virtue has been triggered, Если ваш ум в процессе этого умирания добродетелен, если уже было активировано добродетельное кармическое семя в потоке вашего ума, the heat will leave your feet first. Жар сперва покинет ваши стопы. Сперва будет уходить из ваших стоп.
So if you feel the heat of your loved one and they're cold, and you feel their head, it's warm, that's a good sign. Так что если вы потрогаете стопы своих близких, и они будут холодными, и их голову, а она будет теплой, это хороший знак. Qu'il a les pieds froids mais que la tête est encore chaude, ça c'est un bon signe. That indicates that a virtuous karmic seed has been triggered, and they'll get a good birth. Это указывает на то, что добродетельное кармическое семя было активировано и указывает на хорошее перерождение. Bonne renaissance. If the heat is leaving from the head first, their head is cold and their feet are warm, problem. Если жар сперва уходит из головы, и голова холодная, а ноги теплые, стопы теплые, это плохой знак. You better bring the lamas out and do their prayers. Нужно привести лам, которые будут выполнять молитвы. Appelez vos lamas et leur demandez des prières. And actually, they say it's pretty easy to see how a person's dying if they're conscious. You know, if they're the person. Many people they report they're dying, going through this process, and they're blissful. They're like blissful. Their minds are really happy and joyful. На самом деле процесс умирания человека легко оценить, потому что говорится, что, например, некоторые люди несложно оценить, потому что некоторые люди, проходя весь этот процесс умирания, пребывают в блаженстве. Говорится, что ум их полон в этот момент блаженства. Yeah. That indicates a virtuous karmic seed is triggered, and they're literally seeing what's coming. Like I said before about the person freaking out. И это указывает на то, что добродетельное кармическое семя было активировано, и человек предвидит то, что с ним дальше произойдет, так же, как было в примере с человеком, который, напротив, паниковал в процессе умирания, испытывал панику. Но если на этом этапе было активировано негативное кармическое семя, и тело все еще движется, но к моменту остановки дыхания тело уже не движется, but you know, a person starts to freak out and scream and like this, like seeing monsters and having like terrible hallucinations. This is a sign that a negative seed has been triggered, and their rebirth is not a pleasant one. Но если в процессе умирания человек начинает паниковать, кричать, вопить, переживает злобно ужасающее видение, это признак того, что было активировано негативное кармическое семя, и неблагое кармическое семя перерождения будет неудачным. So by this point, now the fourth stage of the 8, the body can no longer move. И к этому этапу, четвертому из 8 этапов, тело больше двигаться не способно. And the wisdom, they call it the wisdom, they call it the Rinpoche calls it the all-accomplishing wisdom. И мудрость, которую Римпоче называет мудростью все достигающей, мудрость все достигания. So you can't make sense of anything now. Пресекается. То есть вы больше ничего не способны понять. No longer any sense of who you are and where you fit in this world. That's gone completely. У вас полностью исчезает чувство того, кто вы, что из себя в этом мире представляете. The wind element, so the tongue's consciousness and tactile consciousness cease. Сознание языка и тактильное сознание пресекаются. And then the tongue, apparently, medical people know this, but apparently it becomes very short and turns blue at the root. И медикам это должно быть известно. Язык уменьшается и у корня синеет. And I always quote this. Я всегда привожу следующую цитату. One of Lama Zopa Lama Yeshe's gurus and one of my lamas too. Один из гуру Лама Сопы, Лама Еши, также и моих собственных гуру. Geshe Rabten. Geshe Rabten. He was ever here? No. He came here? Okay. He said that tongue that has spent its life gossiping is now useless. Geshe Rabten на эту тему говорил. Язык, который провел свою жизнь в пустой болтовне, теперь оказывается бесполезным. The inner sign, they say it's like, the third one, the inner sign is like, I said it, sparks. Here, the inner sign is like, they call it the vision of a flame. На третьем этапе, как я сказала, внутренний знак — это искры, а здесь, на четвертом, это, как называется, видение пламени. И по словам Сонга Ринпоче, это в большей степени похоже на свет вокруг пламени, приглушенный красно-синий свет.
So this is the point where, according to the West, we're brain dead, isn't it? И вот это этап, на котором, в соответствии с западными представлениями, мозг мертв. Et en Occident, on dirait qu'on est mort cérébrale. But we're not dead yet for the Buddha. Но с буддийской точки зрения мы еще не умерли. С точки зрения этих воззрений. The sensory consciousness has ceased. Грубое сознание, чувственное сознание, чувства здесь уже пресеклись, да. But now the subtle consciousness is functioning. А теперь функционирует тонкое сознание. Yeah. So there's various things that are described that dissolve or deconstruct during these stages. Описываются разные вещи, которые продолжают растворяться по ходу этих стадий. All different levels of our mental consciousness. They go into great detail sometimes in other texts, not in this book. Все различные уровни нашего умственного сознания. В некоторых текстах приводится очень большое количество подробностей. Не в этой книге, но в некоторых. There's a really good book by His Holiness that's published on this one. It used to be, it was called, I forget, but it's now these days in English. I don't know if it's in French. Is it the one Jeffrey Hopkins translated? And it's the later version in English is called The Mind of Clear Light. Есть замечательная книга Его Святейшества, которая опубликована, в том числе на русском языке. Она называется «Ум ясного света», переведена с тибетского Джеффри Хопкинса. And there's an earlier one, also translated by Hopkins, published 35 years ago, called Death, Intermediate State and Rebirth by Lati Rinpoche. Есть еще более ранняя книга, которой 35 лет, она также есть на русском языке. Это перевод... Те книги, тексты Лати Ринпоче, выполненные Джеффри Хопкинсом, называются «Смерть, промежуточное состояние перерождения». Эти книги гораздо подробнее описывают, что происходит в какой момент. Там очень техничные описания, очень интересные. So basically, as I mentioned briefly before, according to this Vajrayana model, we are made up at the subtle level, the components of our subtle energy, the subtle consciousness, as well as the subtle physical energy. And the subtle physical energies are made up of the wind or the prana, the subtle wind energy. Как я уже упоминала, в соответствии с представлениями Ваджраяны на тонком уровне, мы здесь добрались до описания тонкого сознания, а оно неразрывно связано с тонкой физической энергией. И эта тонкая физическая энергия состоит из тонкого ветра или праны, that goes through this subtle nervous system, there's 72,000 subtle channels, they call them. Который циркулирует по тонкой нервной системе, так называемым 72 тысячам тонких каналов. The central channel they talk about starts at the crown chakra. Okay, then there's got, sorry, not that, never mind. There's various points along these, okay, there's a central channel they talk about. И речь ведется о так называемом центральном канале, который начинается на макушке. Если бы позвоночник доходил прямо до макушки, то этот канал бы был прямо перед ним. И, соответственно, опускается вниз до сексуального органа у мужчин до кончика пениса, у женщин до шейки матки. No, cervix. Not the uterus, no. Не до самой матки, а до ее шейки. The top, you go up at the hole, and there's a top, isn't there? There's a roof. That hole at the roof, that's the end of that's the cervix. Зачем Робина объясняет, если зайти в дырку, то там будет крыша, а там будет верх, и вот этот верх, это одно и есть. Простите за грубые слова, я не знаю медицинский термин. Healing of Fire, and it deals with the chakras and the subtle nervous system. And in the text, they always talk about where the male ends because they know about the boys. And I'd ask all these people, and no one ever knew where the girls ended. You know, so I had to do a lot of research, asking many lamas, including Hindus, to try and come up where the female central channel ended. Nobody knew. Down there somewhere, they'd say. Very vague, these boys. Огне, и там в том числе описываются тонкая нервная система, чакры и так далее. И все время описания приводились для мальчиков, где у мальчиков что заканчивается.
Мы когда-то публиковали книгу о внутреннем огне, учение ламы Еша в Новице. Чтобы разобраться с девочками, я спрашивал разных лам, йогин, и никто мне не мог дать понятного ответа. И мне пришлось очень большое исследование провести, опросив великое множество лам, в том числе и учителей индуистских, для того, чтобы найти определенный ответ. Все эти йогины как-то очень смутно отвечали: ну, где-то там внизу. Никто не мог четко сказать: ну, где-то там внизу, говорили они. Пришлось основательно все это дело изучить, опросить много лам, даже индуистского йогина спросить, и в конце концов от него-то я и добилась ответа на вопрос о том, где завершается центральный канал. Далее есть два боковых канала, которые идут по обеим сторонам от центрального канала, и множество других каналов по всему телу. А ветер, прана, циркулирует, движется по всем этим каналам. And this is obviously it's a very different way of talking about the mind, and our different states of mind are connected to those different winds. И, разумеется, много можно сказать о разных состояниях ума, а эти состояния ума связаны со всеми этими ветрами. They talk about how the mind rides on the winds. Речь заходит о том, что ум седлает эти системы тибетской медицины. Этими терминами она используется. Я упоминала, что врач может прощупать ваш пульс, движется на этих ветрах. И такова, так же, как сделал бы китайский доктор. Наверное, они пользуются разными терминами. But your doctor, she'll feel this particular imbalance of certain winds, and she'll know it's related to your attachment energy or your anger. Но ваш тибетский врач прощупает ваш пульс, увидит, почувствует определенный дисбаланс и будет знать, что он связан, скажем, с вашей энергией привязанности или энергией гнева. So at various points where all this are coming together, a lot of these channels here, below the navel, and then three in secret, they call them. They're called chakras. Вдоль этого центрального канала у нас есть конкретные точки, те, которые были показаны в области макушки, лба, горла, сердца, пупка и сексуального органа. Что касается нижней, внутри. У женщины он расположен, снаружи у мужчины. По внешней поверхности тела у мужчины. In all the Buddhist teachings, okay, whether sutra teachings, tantra teachings, we physically and mentally, we need to be able to access a subtler level of our mind. Во всех, с точки зрения всех учений буддизма, как сутрических, так и тантрических, нам необходимо обрести доступ к более тонкому уровню ума. A level of mind beyond the conceptual and the sensory. Уровню ума, который превосходил бы уровень концептуальный и уровень чувственный. И нужно нам это в силу очень простых причин. Это как бы микроскоп нашего ума. Этот уровень как бы микроскоп нашего ума. And see reality, understand truth, realize emptiness, and cut the delusions. И только на этом уровне ума мы способны действительно прорваться к реальности, узреть реальность, постичь пустотность. Cut the root of the и отсечь корень омрачений. So the sutra technique, which came from these amazing Hindus, remember? Сутрическая техника, которая, как вы помните, пришла от изумительных индуистских мастеров. You know, a single point of concentration. Техника однонаправленного сосредоточения. Однако в соответствии с Махаяной, в особенности Ваджраяны, эта техника еще не приводит нас к тончайшему уровню, к самому тонкому уровню. В то время как техники, относящиеся к Ваджраяне, на это способны. Цель великих йогинов, которые посвящают свою жизнь занятиям медитации,
the Vajrayana meditators. Тех йогинов, которые занимаются медитацией familiar ваджраяны, in its most intricate way with all the subtler physical and mental energies. состоит в том, чтобы невероятно близко познакомиться с всевозможными тонкими энергиями своего тела, And be физическими able in their умственными энергиями, meditation to get to the subtlest level. и суметь в своей медитации добраться до тончайшего уровня, Called the clear light mind, который называется умом ясного света or called extremely subtle consciousness. или чрезвычайно тонким сознанием. Now, this happens naturally at death. Это естественным образом происходит. Этот доступ естественным образом открывается в момент Even though we смерти. all say we've had countless deaths, Но большинство из нас, хоть будто и говорит, что у нас были бесчисленные смерти прежде, we're not in charge of the process. не управляют процессом. But the great yogis are. Но великие йогины им So, управляют. as Rinpoche says, one of the chapters here is death is what the yogis have been waiting for. И как говорит в одной из глав этой книги Римпоче, Амсо Ринпоче, смерть — это то, чего великие йогины ожидали. Not because death, death. Не потому This что, drama and poetic and romantic and utter nonsensical way people talk about death. не потому что, Practical, technical point where this consciousness eventually leaves the body. That's what we mean here. не потому It's a что, technical thing. не потому что это смерть, смерть, со всевозможной поэзией, мелодрамой и всеми прочими глупостями, которые люди со смертью ассоциируют, а именно из этих практических, технических соображений, о которых мы здесь говорим. Yeah. So the yogi is in complete control of this process. Йогины полностью контролируют этот процесс. Geshe Lama Kontrog, the Lama I mentioned before. Geshe Lama Kontrog. Геше Лама Канчок, лама, которого я уже упоминал, He was a friend of Lama Yeshe when they were both in Tibet together. был другом Ламы Еши, когда они вместе находились в Тибете. And he, like so many thousands of the Tibetans, escaped in 59. И, как и многие тысячи тибетцев в 59 году, бежал из Тибета. Already he was a meditator. Уже был к тому времени йогином и ученым. So when he left, I think the story goes, he had like dreams in which Milarepa, the great 11th century yogi, told him the way to leave Tibet, the method to go, Если я to get правильно, out, to escape. если я правильно помню историю его жизни, когда он покидал Тибет, великий йогин Миларепа, йогин, живший в XI веке, приснился ему, явился ему в сновидениях и указал ему путь, которым необходимо следовать, чтобы покинуть Тибет. So he first escaped and he went up to, when he got out in Nepal, he only brought a few things with him, like just a few texts. Сперва он, выбравшись, добрался до Непала. С собой у него было всего несколько вещей, всего несколько текстов. A sheepskin for sitting on in meditation. Овечья шкура, на которой можно было бы сидеть в медитации. So he first went right up this place way on the border of Nepal and Tibet. If you can visualize the map of Nepal, the very top end, right on the border of Tibet, there's these caves called Caves of the Dove, where Milarepa used to meditate. Сперва он добрался до местечка на самой границе Тибета и Непала. Если вы способны визуализировать карту Непала, это будет на самом ее верху, там, где Непал соприкасается с Тибетом. И там он добрался до пещер, которые называются пещерами Горлицы, где в свое время практиковал Миларепа. То есть сперва он добрался до Катманду, но затем в конечном итоге оказался в этих пещерах. And he spent, this was in 1960, and then he came down, and eventually came to live in Koban Monastery after Lama Yeshe passed away in 1983. И это было в 1960 году, а в конечном итоге, после смерти Ламы Еши, Геше Лама Канчок поселился в монастыре Капан. Это был уже год 83-й. So 20 plus years in meditation. Итак, больше 20 лет он провел в медитации. The first of these caves, he soon after he started meditating, it was already accomplished. He learned to go without food, sleep, and clothing. В первой из этих пещер, он уже, начиная там свою практику, был опытным практикующим, он научился обходиться без пищи, без одежды и без сна. So these great yogis who are practicing tantra, and as Lama Yeshe says, it's highly technical. Те великие йогины, практикующие тантру, и как отмечал всегда Лама Еши, практика тантры — это дело очень техничное, обладают совершенным контролем над внутренними физическими и умственными энергиями
Они без усилий способны довести свой ум до тончайшего уровня, where they can do their meditations days, weeks, months if they have to. где могут заниматься своей медитацией на протяжении дней, недель и месяцев, если то необходимо. He was a practitioner of his main yidam was Vajrayogini. Geshe Lama Khancho был практикующим Йидама в Ваджрайогине. And as Lama Zopa said, he lived in Vajrayogini's Pure Land. И как говорил Лама Сопа, His mind was in Vajrayogini's Pure Land. Geshe Lama Khancho при жизни обитал в чистой земле Ваджрайогини. Его ум пребывал в чистой земле Ваджрайогини. And then when they've completely controlled the internal energies, they can control the external ones. Обладая совершенным контролем над внутренними энергиями, йогины способны контролировать энергии и внешние. So these stories, he was on his own for many, many years, and eventually connected with the people in this village called Sum. Есть истории, которые это иллюстрируют. Geshe Lama Khancho долгое время находился в одиночестве, но в конечном итоге установил связь с жителями местной деревушки, которая называлась Цум. So let's say they needed some rain because the crops weren't growing. They needed rain in the villages, let's say. И, предположим, жителям этой деревни нужен был дождь, потому что без дождя урожай не рос. And they go up, they traipse up the mountain 2 hours to Geshe Lama Khancho's cave. И вот они 2 часа карабкаются вверх по горе, чтобы добраться до пещеры Geshe Lama Khancho. When he connected with the villagers, he wore a few old raggedy clothes. Он, когда он завязалась связь с местными жителями, он уже начал носить несколько рваных одежд. Also, he lived in Nyungne. Кроме того, он жил, выполняя практику Нюнгне, Fasting retreat. там ретрите So с anyway, спряженным с they постом. come up and consult him. И вот местные жители приходили с ним посовещаться. When do you want the rain to start? Когда нужно, чтобы дождь начался? How many Спрашивал. days? Сколько дней дождя нужно? Okay. Хорошо. Then they go down, and they get exactly the rain they want. Start the rain, stop the rain, and kind of book it in, you know. Одни спускались вниз, и дождь начинался тогда, как нужно, заканчивался, когда нужно, и так далее. Они бы как бы его забронировали. And there are stories of Lama Yeshe doing this, Были changing the weather, you know, bringing the rain, stopping the rain, Также есть making the история. clouds come, making them go away. Также есть история о том, как то же самое выполнял Лама Еши, вызывал дождь, останавливал дождь, This fits привлекал completely. облака, устранял их и так далее, изменял погоду. This fits in this model, you know, when you understand that the way the universe is made of the 4 elements. Это полностью вписывается в эту модель. Понимание того, что если вы понимаете, что Вселенная состоит из 4 элементов, And then, of course, you can fly in the sky, and ну и, разумеется, там по небу можно as you get летать. more advanced, you can manifest in many bodies. Достигая более продвинутого уровня, можно проявлять множество тел. Yeah. There's logic to all of this. Во всем этом есть логика. There's logic to all of this in this way of seeing the world, you know. В таком мировосприятии. So, okay. This next point. The Следующий. third component of this our subtle body, they call it our subtle body, got the winds, the channels, and the third component is called the red and white kundalini. Третий компонент нашего тонкого тела, а мы уже упомянули 2 ветра и каналы, называется белыми и красными кундалини. At the time of conception in our mother's womb, В момент зачатия в утробе нашей матери you know, we talk about the egg and the sperm coming together, don't we? мы говорим о соединении яйцеклетки и спермы, верно? Well, at a subtle level, На тонком уровне they say there's the subtle female energy, they call it the red kundalini. Описывается тонкая женская энергия, которая называется красной кундалини, And the subtle white one, the white kundalini, from the male, и тонкая белая энергия, белая кундалини, исходящая от мужчины. when our consciousness leaves the body, we're getting to the death in a minute, I'm leaping ahead here. Когда наше сознание покидает тело, я здесь как бы вперед забегаю, к смерти мы вернемся через мгновение. Our very subtle consciousness joins that subtle red and white drop, as they call it, the red and white drops. Наше чрезвычайно тонкое сознание соединяется с этими белыми и красными каплями. Это также называют каплями. Yeah. So when they come together, И когда они they соединяются, begin. The starting point is what will become our heart chakra. то
точка, с которой все разворачивается дальше, называется нашим сердечным центром. И вокруг вот этой точки, где оказались эти капли, все остальное и вырастает. Постепенно формируется наше тело, все внутренние системы, органы и так далее. И в конечном итоге мы выскакиваем из утробы. И вот эта так называемая неразрушимая капля, объединение этих капель, пребывает в нашей центральной сердечной чакре. По ходу нашей жизни. Throughout our life, well, as Rinpoche says, the white kundalini mainly resides, it's the subtle here, but there's a white kundalini mainly residing at our crown chakra. Есть вот это тонкое объединение двух капель, но также тонкая белая кундалини, которая пребывает в первую очередь в нашей венечной чакре. And the red kundalini mainly resides at the navel chakra, which is below the navel. В то время как красная кундалини в первую очередь пребывает в пупочной чакре, под пупком. And the white kundalini is the source of the bliss in it. When we have blissful feelings, it's the source of that. А когда у нас возникает чувство блаженства, источником является белая кундалини. And the red is the source of the heat in our body. А красная является источником жара в нашем теле. So during these next 4 stages, these energies gradually cease to function. Everything's moving towards the heart chakra. Так вот, по ходу последующих 4 стадий эти энергии также перестают функционировать. Все собирается к сердечной чакре, стягивается к сердечной чакре. These various, levels of our subtle consciousness are functioning at each of the next 4 stages. На оставшихся 4 стадиях функционируют разные уровни нашего тонкого сознания. So the wind energies in the right and left channels Энергия ветров в правом и левом каналах move up движутся вверх and open up the head chakra. и раскрывают венечную чакру, And loosening the knots, they talk about knots all constricted there. распуская узлы. Речь заходит об узлах, о том, что все там зажато, запутано. And then the winds move down and go into the center. They enter into the central channel. Ветра тогда входят в центральный канал. And this causes the white kundalini to melt and flow down the central channel to the heart. И из-за этого белая кундалини, белая бодхичитта плавится и опускается по центральному каналу к сердцу. At this point, there's like a white vision. В этот момент происходит некое белое видение, что-то вроде белого видения, подобного очень яркому лунному свету осенью, осеннему лунному свету. Next stage, another bunch of these subtle states of mind cease to function. На следующей стадии перестает функционировать еще один набор тонких состояний ума. And now winds in the right and left channel move down. И теперь ветра в правом и левом каналах движутся вниз, раскрывают сексуальную чакру в сексуальном органе и в пупке. Развязывают узлы и входят в центральный канал. And then this causes the red bodhicitta, the red kundalini at the navel chakra to shoot up the central channel to the heart chakra. И в свете этого, в силу этого, красная бодхичитта или красная кундалини в пупке поднимается вверх по центральному каналу к сердечной чакре. So the mind is getting ever more subtle, ever more subtle. То есть ум становится все тоньше и тоньше. So if you're an ordinary person, there's no awareness at all. Если вы обычный человек, вы совершенно ничего не осознаете. But the meditators completely in control. Но йогины этот процесс полностью контролируют. They spent their lives practicing. Они свою жизнь посвящают практике, проводят свою жизнь практикуя. So now there's a red vision, like a clear red sky just before the dawn breaks. Итак, возникло красное видение, подобно ясному красному небу перед зарей. So now you experience these red and white now. These red and white drops meet at the heart chakra. И теперь эти две капли, белая и красная, встречаются в сердце. In the indestructible drop
which is from a mother and the father at the heart. в неразрушимой капле, которая происходит от отца и матери и пребывает в сердечном центре. And it's said to enclose it. Rinpoche doesn't say it, but you hear other times it says that. И здесь Ринпоче это не описывает, но в других источниках это можно найти. Белые и красные капли охватывают неразрушимые капли, и возникает тогда темное видение, As if you're falling into darkness, как если бы вы погружались во мрак, like a dark and empty sky. подобное темному и пустому небу. So now comes the clear light consciousness, И тогда возникает сознание ясного the света, extremely subtle consciousness. достигать сознания ясного света или чрезвычайно тонкое сознание. So the yogis, at this point, the meditators can now stay in this state for days, months, years. There's been, reports of meditating, getting all the realizations, so they become a Buddha. На этом этапе йогины способны оставаться на протяжении многих дней, месяцев или даже лет. Есть свидетельства о йогинах, которые в таком состоянии остаются, достигая в своей медитации всех реализаций, которые необходимы, чтобы в конечном итоге стать Буддой. So ordinary people, Обычные люди, anyone can stay up to once this occurs, you can another 3 days at least before the mind could leave the body. It could leave sooner, but it could be up to 3 days. после того, как этого произошло, даже обычные люди могут оставаться в этом состоянии до 3 дней. То есть сознание может и прежде покинуть тело, и раньше, но может также оставаться в теле вплоть до 3 дней. So at this point, and these points gradually coming to this, there's all in Rinpoche's book, there's these explanation of these practices that he would recommend you do at each of these stages, before the person starts the death process. You'd have mantras on their thing, you'd have prayers happening, you'd do many different things before they stop breathing. Ринпоче описывает множество разных практик, которые можно выполнять по ходу разворачивания этих стадий. Можно помещать мантры на тело, читать особые молитвы и так далее. Все это, многие из этих практик можно совершать даже прежде, чем остановится дыхание. So during the whole period, if you're helping your loved one die slowly, it could be utterly peaceful and quiet. But during this process especially, unbelievably important to have the right conditions, the right scenario for the person, which is rare because most people don't die in a good scenario. They die in hospitals where it's noisy and clanking and sounds and people all around them and families and crying, and it's a dreadful way to die, the worst way to die. All that noise and agitation. В целом, конечно, важно помогать своим близким умирать в умиротворенном, спокойном состоянии, но также можно говорить о создании идеальных условий для смерти, которые были бы спокойными, умиротворенными, без каких-либо беспокоящих факторов и так далее. И, как мы понимаем, эти условия противоположны тому, как умирает большинство людей, которые умирают в больницах, где шумно, что-то грохочет, какие-то люди плачут, звучат какие-то крики, кто-то паникует и так далее. А это, по большому счету, самый худший из возможных способов умереть. Before the 8 stages even start, you're already becoming incredibly sensitive to the smallest disturbance, В любом случае, когда вы переживаете умирание, даже прежде чем начнут разворачиваться это 8 стадий, вы становитесь чрезвычайно чувствительными к любому беспокойству, какому-либо беспокойству. So, like I was saying, like we were talking with Tony. Как в нашей дискуссии с Тони. The greatest yogis don't want anybody there. Великие йогины не хотят, чтобы кто-то с ними присутствовал. They know what they're doing. Они знают, что делают. But most of us, Но большинство из still, нас, even if we're good people, still so much anxiety. даже если мы люди хорошие, все равно испытывают сильную тревожность. So you want more than anything a person you really love and respect who knows how to help you. Так что превыше всего вам нужен человек, которого любили бы и уважали, и который знал бы, как вам помочь. Хотите, вам нужно, чтобы такой человек с вами находился по ходу всего процесса, ободрял вас, внушал в нас уверенность, читал вам ваши же практики. Вы знаете, в каком состоянии оказываетесь, когда несчастны или больны. Первое, что вам приходит на ум, это кто-то, к кому можно было бы обратиться за помощью. We know how marvelous it is to have one person who truly takes care of you when you're sick. You feel like so supported.
Мы знаем, насколько изумительно иметь всего одного человека, который заботился бы о вас по-настоящему, когда вы больны. Мы чувствуем невероятную I always поддержку. say, if I'm going to, I joke, if I get sick, I'm going to come here. Я всегда шучу, что если заболею, то приеду сюда. Que si je dois tomber malade, je viendrai ici. Last year, В прошлом when I году, came, когда я 2 weeks приезжал, beforehand, I was in bed, sick, sleeping the whole time. In between, there's Violette coming in with food and this and that, completely being like my maman, you know. за 2 недели до начала учений, 2 недели до начала учения я провела здесь в постели, была больна и спала. И в перерывах, между периодами моего сна, в комнату заходила Виолет, приносила мне то еду, то что-то еще, и вела себя как по-настоящему как моя мама. И мы знаем, насколько это невероятно. These places, these animal farms, you know, just about where they send them to become old vegetables. You can only imagine the distress. И представьте себе пожилых людей, которые оказываются в одиночестве в домах престарелых, куда их отправили, чтобы они там в овощном состоянии существовали. Представьте, какое мучение, какой стресс они переживают. Никто о них не заботится. О теле — да. But hardly even that, you know. Но Lonely, и о том-то не distressed, особо. not knowing what's going on, no one supporting, no one loving, no one helping. Unbelievable. Одиночество, расстройство, отсутствие какой-либо заботы, какого-либо внимания, какой-либо помощи. Невероятно. Les aides avec leur esprit. So if you work in hospitals and things, you know, you can do so much just by being kind to that person in the bed. Так что если вы работаете в больницах, вы очень многое можете сделать, просто проявляя доброту по отношению к пациенту на кровати. En étant bon avec les personnes. It's the best way to help somebody at the time of death. Это лучший способ помочь кому-либо в момент смерти. Making them feel it's okay. Дать человеку понять, что все нормально. So at this point, you know, the ideal scenario, certainly they do this in the monasteries, you'd have prayers, you'd be having people in the room 24 hours a day doing prayers and practices, you know. В этих условиях идеальный сценарий, и это, разумеется, бывает в монастырях, это когда в комнате 24 часа в сутки кто-то находится, читая молитвы и выполняя практики. Par exemple, ben là, il y aurait des gens 24 heures sur 24 qui réciteraient des prières dans la pièce à côté de nous. Yeah. So of course this is difficult in our culture. Разумеется, в нашей культуре это I mean, затруднительно. first of all, it's difficult to have three days. Во-первых, сложно 3 дня тогда быть. Une personne pendant 3 So traditionally, Rinpoche's teachings always gives it in terms of the 3 days, you know, what to do in the 3 days. По традиции, Ринпоче дает традиционное учение о том, что делать по ходу 3 дней после остановки дыхания. pendant les 3 jours qui suivent la mort clinique. But most people will not have 3 days. Но большинство людей 3 дней не On ne окажется. peut pas les garder 3 jours. So we had to kind of have other chapters in here. So we got the series of chapters, what to do if your loved one dies at home. И потому нам понадобились другие главы. Есть глава «Что делать, если ваши близкие умирают дома?». La façon dont ça se passe ici. Donc, il y a un chapitre sur que faire si votre proche meurt à la maison. And there are so many practices Rinpoche recommends. Ринпоче рекомендует множество практик. Rinpoche recommande. It could easily be overwhelming. Так много практик, что легко But, you know, запутаться, most of us might быть only сбитыми do с one or толку. two of them. Большинство из Most of us нас, might only do one or two. большинство из нас может 1-2 максимум But выполнить. it's his book, so all the practices have to be here. Но книга-то Ламы Сопы, так что все практики пришлось включить. So, Нужно so the включить. chapters are what to включить. do if your loved one dies at home. Так вот, главы таковы. Что делать, если ваши близкие умирают дома? And this is where he'd recommend leaving for 3 days. И вот тут он и рекомендует оставить их в покое на 3 дня, Et le corps pendant 3 jours. And all the various practices. различные практики. And then crucially, what to do before you touch the body. И это жизненно важный момент объяснить, что делать, прежде чем вы коснетесь тела. Because the best thing is not to touch the body. Потому что самое лучшее — не касаться тела, C'est de ne pas toucher le corps. Once they've died. когда человек умер. Because that can cause the consciousness to go there and leave through there. Потому что в силу прикосновения сознание может быть привлечено к конкретной части тела и выйти через нее. À aller vers cet endroit et à quitter le corps par Because after that, when the consciousness does leave, it can leave through different places in the body. Ведь когда сознание покидает тело, оно может выйти через разные его части. peut quitter le corps et par différents endroits. So as Rinpoche says, death occurs when the indestructible drop, this red and white thing starting from the parents, where your consciousness conjoined at conception, which is at your heart chakra throughout your life. И Ринпоче объясняет, что смерть происходит, когда неразрушимая капля, это самое сочетание отцовского и материнского элементов, которые пребывают в вашей сердечной чакре, и с которым объединено ваше тончайшее сознание. So death occurs when this splits open. Смерть Because происходит, the red and the когда white, they say it's like когда a эта tiny капля bean, разделяется. a red top and a white top. Tiny. Это как And бы it splits open.
говорится, что это как будто две горошинки, красная половинка и белая половинка. Так вот, когда эта нерушимая капля разделяется, открывается, and then your extremely subtle consciousness, your clear light consciousness leaves. и ваше тончайшее сознание, ваше чрезвычайно тонкое сознание уходит And then it exits the body и выходит из тела at one point or another. в той или иной его So if you're точке. going to be reborn in a pure land of a Buddha, В той или иной точке. И если вам предстоит переодеться в чистой your земле mind will Будды, leave through the crown chakra. ваш ум выйдет из тела через венечную чакру. If you're being born as a human, Если вы переродитесь your человеком, mind leaves through the eyes. ум выйдет через глаза. As a hell being, Существом вода from the anus. через анус, As an animal, from the животным sex organ. через сексуальный орган, As a hungry ghost or spirit, from the mouth. голодным духом через рот. Yeah. That's what they say. Вот что So- говорится. Once they start through the death process, the thing is, that you'll see it if you read Rinpoche's teachings. You'd have, he recommends having certain mantras touching the heart chakra. It's like the Catholics. We used to, when my grandmother died, we had different things blessing her, you did these things, didn't we? Same. So you'd have mantras touching her heart. You might have something touching her crown, the crown of the person dying, and then you'd have all the prayers, but you wouldn't be touching the person's body. You wouldn't touch them for the 3 days. You'd leave them for the 3 days. That's the ideal scenario. Before that, one of the practices Rinpoche recommends, which you do even as they're sick and old, you put mantras on their heart chakra, or anywhere touching their body. He talks about the power of mantras, even just touching the body. You'd have texts, maybe on the crown chakra, things like this, resting on their crown, near their crown, Даже прежде чем смерть случится, Ринпоче рекомендует выполнять определенные практики, где на тело помещаются, скажем, мантры, а на сердце или на другие части тела Ринпоче объясняет, какой силой обладают мантры, или, скажем, макушки касаются какие-то священные тексты и так далее. Такого рода практики, которые выполняются даже прежде умирания. И, собственно, то же самое есть и в католицизме, когда умирала моя бабушка. Мы то же самое делали, прикладывали к телу разные благословленные субстанции. Приходили монахини, на теле ее, теле бабушки был скапуляр, как это называется в католицизме, и так далее. Так что здесь эти вещи прикладываются к телу, но самого тела мы не касаемся. В идеале оставляем его внутренним. You do this the weeks and days before, or, as they get quiet and are getting sicker, you'd have these things already around. There's some of the things to have in the room of the person that Rinpoche would recommend. Все эти вещи помещаются на тело еще до процесса смерти. Как пример того, человек стареет, все меньше двигается, все больше заболевает и так далее. Эти вещи уже можно применять, их можно хранить в помещении, где человек живет и так далее. So then, the next chapter is what to do if your loved one dies in a hospital or an institution, А вот следующая глава, что делать, если ваши близкие умирают в больнице или в каком-то госучреждении. Et le chapitre suivant, c'est que faire si votre proche meurt à l'hôpital. And then then this is where it's difficult. И вот здесь-то и начинаются сложности. В этом-то и... Because most of us aren't ready for death. Потому что большинство из нас не готовы к смерти. And then our grandma or mummy or somebody is in the hospital. И вот наша мама или бабушка находятся в больнице. And we're already freaked out. Мы уже в панике. And the hospitals have their rules. В больницах свои собственные правила. And we tend to follow their instructions, И мы склонны следовать указаниям работников больницы. So if your loved one is dying in a hospital, Если ваши близкие действительно умирают в you've got to know больнице, your rights. вы должны знать свои права, на что у вас есть право. И заранее знать. Because, Rinpoche says even an hour Ведь, как говорит Ринпоче, даже час is so important to have to help the person once they stop чрезвычайно breathing. важно выкроить, чтобы помочь человеку, когда он перестал дышать. Essentially, he recommends the same practices whether the person's at home or in hospital, but you choose the ones that you want to do. He recommends certain ones, По сути, он рекомендует одни и те же практики и для ситуации, где человек умирает дома, и для ситуации, он умирает в больнице, но вам нужно выбрать, какие из них вы все-таки будете выполнять. Ринпоче лишь This is рекомендует before the определенные mind leaves the аспекты. body, by the way. Это еще, This кстати is говоря, this is до after того, the как... time the breath has stopped. Это, кстати говоря, еще до того, как сознание покинет тело, в тот момент, когда тело
Когда дыхание остановилось, но сознание все еще находится в теле. Вот о каком периоде мы сейчас здесь говорим. Я прошу прощения, что я вас путаю здесь хронологией событий. Как я сказала, очень важно знать, каковы ваши права. In advance, how much time you're allowed to have on your own, undisturbed, with your loved one. Заранее должны знать, сколько по закону времени вы можете провести со своими умершими близкими без того, чтобы вас кто-либо беспокоил. Otherwise, they'll just come in, do their job, take the body, clean it, and you're just sitting there with tears in your eyes. В противном случае работники зайдут, заберут тело, вычистят его, а вы будете сидеть и плакать. You know, a friend of mine whose husband was in a private hospital, had his own room. He died. Одной моей подруги муж находился в частной больнице, у него была собственная комната, когда он умирал. I mean, she had the luxury to choose because she's paying. И поскольку она платила, то у нее была... leave the room, close the door, locked it, and spend as much time as she needed with her husband to do the things that she wanted to do. Была роскошь побыть с ним наедине, так что она извинилась, всех выставила из комнаты, закрыла дверь на ключ, и у нее было столько времени, сколько ей было нужно, чтобы выполнить все, что она хотела. И вам действительно нужно контролировать процесс, вам нужно знать, что вы собираетесь делать, и знать, каковы ваши права. So the crucial thing is, at whatever point, you decide it's time to have to give the body up. Самое важное, когда бы вы не решили, что пора тело отдавать, is to check if the mind has left the body. Проверить, покинуло ли сознание тело. And this practice that Rinpoche recommends that can help the mind leave the body. Есть практика, рекомендуемая Ринпоче, которая помогает сознанию покинуть тело. So, like I said, the consciousness leaves through different, can leave through different places. Как я сказала, сознание может покинуть тело через разные части So тела. what's happened is that the person stopped breathing. И вот что получается, человек перестал дышать. They say it's up to 3 days, and after 3 days, pretty much always it's gone. Говорится, что через 3 дня, как правило, сознание уже точно ушло. Как правило. Обычно. But if you only have 1 hour in the hospital, А если у вас всего час в больнице, it's more than likely the consciousness is still there when the hospital start doing their trip, cleaning the body, taking it away, and all that. And that's very not appropriate. более чем It can be very вероятно, disturbing for the person. что сознание все еще в теле, когда работники больницы начинают заниматься своими делами, убирают тело, совершают медицинские манипуляции и так далее. As we're describing, all the energies have come to the heart chakra. Как мы описали, все энергии стянулись в сердечную чакру. So by this point, the rest of the body is cold. И к этому моменту все остальное тело остыло. But if you put your hand, this is the way to check whether the mind is still there. Но если вы поднесете свою руку, так вот вы проверяете, все ли еще пребывает сознание в теле. Если вы поднесете руку к сердечной чакре, You don't touch the body. не касаясь тела, над сердечной It'll чакрой, be easy to tell. It'll be warm. легко будет сказать, что там присутствует некое тепло, If it ощутить is некое warm, the тепло. mind is still there. Если тепло есть, ум все еще в теле. So let's say you've got the hour, the 2 hours, and you have to let them take the body away. Скажем, у вас есть час, 2 часа, и вы а затем предстоит тело отдать. You have to help the consciousness leave. Вы должны помочь сознанию покинуть тело. You should do this with your cat as well, your dog, everything. И то же самое касается и ваших кошек, и собак, и всего, кого угодно. Because leaving through the crown chakra is very auspicious, and it can help the consciousness go to a pure land. Что нужно сделать? Поскольку очень благоприятно, если сознание покинет тело через макушку, и это поможет сознанию в путешествии в чистые земли, You pull the hair here very strongly, or tap Вам very нужно- strong. I mean, really vigorously. It's just in front of if the spine went all the way, it's just in front. It'd be about here. Very, very strongly there. That can help encourage the consciousness to leave the body there. вам нужно очень сильно подергать за волосы на макушке или постучать по макушке. Как мы говорили, если бы позвоночник доходил прямо до макушки, то отверстие центрального канала бы прямо перед ним. Нужно очень с большим энтузиазмом, очень яро подергать за волосы в этом месте. Это поможет сознанию покинуть тело.
And also by this point, of course, the moment your loved one stops breathing, one of the practices to do would be to ring up your monastery, ring up your lama, ring up the people, get practices done, get things done for this person. That's a really important thing. Кроме того, You can't be there with them, you know. Кроме того, если ваши близкие умирают, разумеется, очень важно к этому моменту уже связаться со своим монастырем, своими ламами и так далее, и попросить о том, чтобы для умершего вашего близкого выполнялись какие-то практики. То очень важно, даже если вы не способны находиться рядом с близким, когда они умирают. Then they can take the body. И тогда уже, когда все это сделано, тело можно... Работники тела могут забрать. Чем больше времени вы можете провести, тем лучше. So what if your loved one dies suddenly? This is very common, isn't it? In an accident, they drop dead on the ground at their home, they're in the middle of their dinner, they die overnight. This is very common. А что делать, если близкие умирают внезапно, что очень часто встречается, находились у себя в саду и упали замертво, или попали в аварию, или за ужином умерли, или уснули и не проснулись? Это сложно, потому что мы к такому не готовы, и мы полностью впадаем в панику, паникуем. Первое, что мы делаем, звоним в полицию или в скорую помощь, правда же? Так что нужно сохранить здравый смысл, не терять рассудок. Должно быть сложно. Что же делать, если не можешь вернуть человека к жизни? But the ideal scenario is don't call the ambulance, don't call the doctors, don't call the police yet. В идеальном сценарии вы не звоните в скорую помощь, не вызываете сразу полицию. A friend of mine in Santa Cruz, the husband, the wife, and the daughter were all Buddhists. Одна моя подруги, муж был в Санта-Крузе. Они были буддистами, пара буддистов. Пропустили перерыв на чай. Еще смерть пообсуждаем или сделаем перерыв на чай? Здесь чайный перерыв. Продолжать? Ладно. Paul always begged his wife. He had a very bad heart. He begged his wife not to call the ambulance if he had a heart attack. Мужу было очень плохо с сердцем, и Пол его звали, и он умолял свою жену не вызывать скорую помощь, если у нее все-таки случится сердечный приступ. But she did. Она все же это сделала. Разумеется, приехали парамедики, схватили его, повезли его в приемное отделение больницы. Он этого не хотел. Они не смогли его откачать. Но подключили его к аппарату для искусственного поддержания дыхания. И вот к рассвету туда же добрались я и дочь его. И дочь дала разрешение отключить его от аппарата, чего он, собственно, сам и хотел. И мы так долго, как было возможно, оставались там, читали молитвы и так далее. И мы, конечно, хотели забрать тело, отвезти его с собой домой и оставить его там на 3 дня. Но это было не разрешено, нам не разрешили. Больничные работники были очень любезны. Мы договорились с больницей о том, что умершего отвезут в морг. Двигая тело очень медленно и аккуратно, и затем помещая его на одни из носилок, собственно, в морге, где нам разрешено было рядом с ним находиться. Мы весь день выполняли разные молитвы и практики. И затем в 4 часа нам нужно было уходить. Нам не разрешили остаться дольше. И мы дали им компакт-диск, где было записано, как монахи Гёто поют молитвы. Тело поместили в холодильник с другими телами и обещали в холодильнике проигрывать компакт-диск. Сделали они это или нет, мне неведомо, но во всяком случае обещали. Все остальные мертвяки тоже послушали монахов Гёто. На следующий день мы снова пришли, еще читали молитвы, еще практиковали.
So it's possible you could do something like that if you wanted to, you know. Так что при желании можно осуществить что-то такое. Вот. Faire quelque chose de similaire si vous le vouliez. So you do the same if your loved one dies at home. If you can know that they're dead, you do the prayers and practice as long as you can. And if you have the courage to do it, you've got to know the laws in your country. You've got to know the laws in your city, what you're allowed to do. Some places are very spacious. То же самое вы можете делать, и если ваши близкие умерли дома, вы также можете выполнять практики и так далее. Но вам нужно знать, каковы ваши права, что разрешено в соответствии с законодательством вашей страны. И в некоторых странах правила очень вольготные. То есть, может быть, требуется, чтобы вы позвонили врачу, который выпишет свидетельство о смерти. Но если разрешено, вам лучше сохранять тело на 2-3 дня. Это идеальный вариант. Следующая глава. Что делать, если ваши близкие решили пожертвовать своими органами? И вот это очень интересная тема. My understanding was, which is the understanding that I'd gathered from all the other lamas who've been asked about it, was that when your loved one dies, let's say in hospital, and then you spend time with them, you do all the prayers, and then they can take the body, and then they cut the organs out. Вплоть до почти до того момента, когда текст попал в руки верстальщика, я на основе всей этой информации, которую получала от других лам, была уверена, что нужно, чтобы было так. Ваши близкие умирают, все процедуры закончены, выполняете все практики, и только тогда тело можно использовать для получения органов. Я думаю, что все так вот обстоит. Но на самом деле, когда произошла смерть мозга, иными словами, когда дыхание остановилось, когда наступила клиническая смерть, вашу жизнь продолжает, ваше тело должно продолжать дышать, и вас подключают к аппарату искусственного дыхания, чтобы в теле оставалось тепло. А это означает, что ум все еще в теле. Вас везут на операционный стол без какой-либо анестезии. Вырезают ваши органы. So there's this amazing book, a very interesting book I read by an American medical journalist, and the book is called The Undead, which is usually they talk about zombies. It's not about zombies. Есть очень интересная книга, написанная американским журналистом, освещающим медицинские вопросы. Я ее прочла. Она называется «Не мертвые», «Undead». Обычно этим словом «не мертвые» называются зомби. Но эта книга не о зомби. But it's not about zombies. He's done all this wonderful research in America especially, and now coming as a result of the farming of organs, finding all these contradictions and problems that are arising of people because of people coming back to life, people's out-of-body experiences, people's near-death experiences, and then it's just a lot of confusion now about when life stops and when life ends. People are very confused about it. Книга посвящена его исследованиям на тему множества исследований, проведенному им. Исследованию множества случаев, где в свете вопросов, связанных с получением органов и тому подобное, люди рассказывают об околосмертных переживаниях, о внетелесных переживаниях и тому подобных, переживаниях клинической смерти и тому подобных вещах, из-за которых очень сложным стал вопрос о том, когда же действительно случается смерть, с какого момента считать человека мертвым. This experience he said, okay, as a result of all these reports now, people's out-of-body experiences, of bodies coming back to life after they've been called dead, this kind of thing, it's really quite problematic. And so one doctor was reported as saying, I can say now with certainty that consciousness is not a function of the brain. I don't know what it is, but that much I can say. В свете всех этих сообщений о внетелесном опыте, о том, что тела возвращаются к жизни после того, как были провозглашены мертвыми и так далее, один врач даже заявил на основе собственного опыта работы с этими вещами. Одна вещь, которую я однозначно могу утверждать, это то, что сознание — это не продукт мозга, не порождение мозга. Я не знаю, что такое сознание, но вот этот тезис я однозначно могу утверждать.
j'en conclus que la conscience n'est pas une fonction du cerveau. Je ne sais pas ce que c'est que la conscience, mais je peux dire une chose avec certitude, c'est que la conscience n'est pas une fonction du cerveau. There's a whole chapter he has. He says he's an atheist. He has no views about any of this, but he reports it all. Сам этот журналист говорит, что он атеист, у него собственных воззрений по всем этим темам нет, и он просто сообщает о них. And he said there's a report, the whole chapter he's got on people who have out-of-body experiences, especially those having operations. И там есть целая глава, посвященная людям, у которых был внетелесный опыт, в особенности на операционном столе. So there's one woman who had this really radical procedure. И там описывается одна женщина, которая переживала по-настоящему радикальную операцию. Where almost she had to be virtually dead, drained of blood, drained of everything before they did the operation. Something. Where she couldn't, in other words, from the medical point of view, there was no way she could be conscious. Not possible. В рамках которой ей для самой операции нужно было быть практически мертвой. Иными словами, у нее откачали огромное количество крови и так далее, прежде чем начать эту операцию. И с медицинской точки зрения она никак не могла пребывать в сознании. Такое было просто невозможно. And she reported the most vivid experience of out of body and reported exactly everything they said, everything they did, the music they played, the jokes they cracked, and they had no choice but to believe her. И у нее был невероятно четкий внетелесный опыт, который она по итогам операции описала в точности, повторив все, что медики говорили, какую музыку они включали, какие шутки они шутили и так далее. Это было настолько точным, что единственным вариантом для них было ей поверить в истинность ее слов. Yeah. So in this book he reports. В этой книге журналист свидетельствует. One nurse. Ссылаясь на одну медсестру, которая работала на операциях, где извлекаются органы. She observed that the donor's heart suddenly accelerated from 100 to 200 beats per minute. And she's meant to be dead, right? Она наблюдала, что сердце пациентки внезапно ускорилось со 100 до 200 ударов в минуту, при том, что женщина должна была быть мертва. So in other words, the subtle consciousness is still there. Иными словами, тонкое сознание все еще там. So the gross consciousness has ceased. Грубое сознание пресеклось. Никаких чувственных впечатлений нет. Но может быть осознавание. The mind is still there, and there they are without anesthetic. Ум все еще в теле, и вот без анестезии. Ей разрезают грудную клетку пилой для того, чтобы с легкостью раскрыть грудную клетку и извлечь нужные органы. Когда сердцебиение внезапно ускорилось со 100 до 200 ударов в минуту, и хирургов об этом предупредили. So as he says, inquiring minds might wonder why a dead person's heart would suddenly become excited. Как пишет этот журналист, человеку с взыскательным умом может стало бы интересно, почему это у мертвого человека сердце испытало возбуждение. Забеспокоилась. Anesthesiologists, whose primary duty is to spare their patients unbearable pain, и, как он пишет, анестезиологи, чья первичная обязанность уберегать своих пациентов от нестерпимой боли, are beginning to wonder about these racing heartbeats. Начинают задаваться вопросами об этих ускоряющихся сердцебиениях, этих ускорениях сердцебиений и других подозрительных симптомах, exhibited by, organ donors on the operating table. Которые на операционном столе наблюдаются у тех, кто жертвует органами, у доноров. So this is one example, but the book is full of all this. It's very fascinating. I think it's fantastic, forcing them to think about it, isn't it? Это один пример, но его книга полна такого рода примеров, и мне кажется, что это очень здорово. Это действительно заставляет задуматься над всеми этими вопросами.
Et fascinant parce que ça nous amène à nous questionner. Yeah. So, as Rinpoche said, I asked him about this. И вот я спросил Ринпоче на эту тему, дал Because the ответ. senses have ceased, Поскольку чувства пресеклись, they won't feel anything. человек ничего не ощутит. But clearly there's awareness. Но, очевидно, какое-то осознавание from that присутствует. experience. На основании этого But the main описанного point случая мы that видим. Rinpoche makes, Но главное, что подчеркивает Ринпоче, there are so many stories all over the world of people who have stopped breathing, who even got put into the coffin, who wake up again. что есть множество историй о том, о людях, которые перестали дышать и которые даже в гроб положили, а они все-таки ожили вновь. So, in other words, it's murder. They're killing the person. Иными словами, это просто убийство, человека убивают. And as he says, if the body is breathing, И как отмечает Ринпоче, если тело дышит, and of course if there's warmth there, и, which there разумеется, would be, если тепло есть, а оно будет присутствовать, that's a living person. это живой человек. It's impossible to get a dead body to breathe, even with a machine. It's impossible. Тело полностью мертвое невозможно заставить дышать даже с помощью аппарата. So it's interesting, isn't it? Так что это занимательно, So I've правда? got second thoughts now about giving my organs. I've changed my mind. Теперь я передумала насчет того, чтобы жертвовать своими органами. I think it's much more useful to give your old dead body to the student doctors than cut you up and use all of you. Думаю, тогда уж гораздо лучше пожертвовать свое тело студентам, изучающим медицину, чтобы они использовали ваше тело целиком, резали его там и так далее. Yeah. There's more to talk about, so I have to finish it after dinner. Any questions? Еще многое нужно обсудить. Мы завершим это обсуждение We после ужина. didn't finish about how you actually leave the body yet and what happens. Если пока какие-то вопросы. На самом деле мы не закончили разбор темы о том, как умираешь и как покидаем тело. Как же мы все-таки покидаем тело. И вот ваш ум в теле, где он может находиться до 3 дней. Okay, I'll read Rinpoche again. So Пожалуй, then eventually when the зачитаю mind снова does слова leave, Ринпоче. И когда в конечном итоге ум уходит, ум покидает тело, what happens is it immediately kind of goes in a reverse process of these 8 stages and then kind of wakes up, if you like, in a dream. It's like a dream state. It's called the intermediate state, the bardo. It's just like a dream state. It's just subtle consciousness. что происходит? Оно немедленно переживает обратное развертывание всех тех же 8 стадий и оказывается в состоянии, которое мы называем бардо или промежуточным состоянием, и которое в точности подобно состоянию сновидения. Это состояние, где активно именно тонкое сознание. Right. So, where are we? Okay. So the moment the indestructible drop splits open, То мгновение, когда неразрушимая капля разделяется, your extremely subtle consciousness ваше чрезвычайно тонкое сознание leaves, it leaves from the heart chakra, покидает сердечную чакру, and then will leave, depending on where it's going to go, leaving from here or here or here or here or here. и в зависимости от того, где вам предстоит переродиться, покинет тело через один из участков. And then you go through these 8 stages in reverse, and you end up waking up, if you like, in this intermediate state, which is just like a dream state. Затем вы в обратном порядке переживаете 8 стадий и просыпаетесь, так это можно описать, в этом состоянии, которое подобно состоянию сновидения. So because you're in a subtle state of being, you have clairvoyance, because this is why people in dreams often can see the future, see the past, because it's your subtle mind. Your subtle mind is capable of cognizing phenomena that the gross one can't. Like the past and the future. That's easy. That happens. Поскольку вы пребываете на уровне тонкого сознания, вам может быть присуще сновидение, вы можете обладать способностью к сновидению, так же, как некоторые люди в состоянии сновидения способны предвидеть прошлое или прозревать прошлое или предвидеть будущее. Почему? Потому что вы находитесь на уровне тонкого сознания, но обладаете способностями, которые грубому сознанию не присущи. You could even see your relatives, the dead, the body lying on the bed, but you don't remember any of it. It's all gone, finished. You don't want to go back. Как вы помните, как Ринпоче говорит, вы можете видеть своих близких, окружающих ваше тело и так далее, но у вас не возникнет желания к ним возвращаться, потому что карма... Потому что, с одной стороны, вы ничего не помните, вы не помните их, а с другой стороны, карма исчерпана.
So they say that the longest time you can be in the intermediate state is like 7 weeks, 49 days. Говорится, что максимум времени, которое вы можете провести в промежуточном состоянии, это 7 недель, 49 дней. Yeah. So when the time is ready for your rebirth, А когда время будет готово, когда созреет, so in our case, придет время следующего well, I перерождения, think of myself. I'll use myself as an example. приведу в качестве примера себя. I was born on December 20, 1944. Я родилась 19 декабря 1944 года. And I came out 2 months early. Родилась на 2 месяца раньше. So I deduced it was about May 1944. Так что на основе заключения могу предположить, что в мае, I've been dead for a bit, I suppose. I've been dead for a что few- зачали меня в мае I was dead in my 44-го. past life. Сложно сказать, сколько я до того была мертва после In прошлой this жизни. kind of intermediate state, dream-like experience was not pleasant. Сколько я пребывала в этом промежуточном состоянии, подобном сновидению, непонятном состоянии. And then my mummy, and my daddy hopped into bed, probably bed, who knows? И вот, They got excited and hopped onto the bathroom floor, I don't know. а вот мама и папа They didn't know I was запрыгнули. coming, you never know. Вас запрыгнули в постель. Ну, на самом деле, насчет постели не знаю. Может, они так обрадовались, что прямо на полу в ванной все сделали. Знаю, что я к ним лечу. Это уж мы не знаем. But suddenly I'll see them in sexual union. И вот я в промежуточном состоянии внезапно вижу их в And you're сексуальном going to be born as a союзе. male. Если предстоит родиться мужчиной, Well, in my case, I was going to be born a girl, so I was very attracted to my father and had aversion for my mother. мне в моем случае предстояло родиться девочкой, так что меня должно было очень сильно влечь к отцу, и я должна была испытывать отторжение по отношению к матери. Because of the habit, the karmic imprint В силу привычки, в силу кармической причины, of sexual attachment, of attachment to sexual union, привязанности к сексуальному союзу. the intermediate state being, me in this case, Существо в промежуточном состоянии, в данном случае я, I'll want to embrace, have sexual intercourse with my father. хотела обнять Freud would like this. именно моего отца, именно с ним вступить в сексуальный союз. Вот Фрейду бы это понравилось. And that causes me to run like a magnet И это to побудило меня, there. и это притянуло меня туда, в происходящее, буквально как магнитом, In Melbourne, Australia, в Мельбурне, Австралия, in their little house in St Kilda. а в маленьком их I could have домике в died in Сан-Кильде. Africa, who knows? Умерла-то я, может, и в Африке, кто знает. There's no wasting, there's no climbing on aeroplanes to get there. You just get there in that millisecond. You're right there, boom. И не нужно в самолет садиться, чтобы добраться куда нужно. Просто в ту же миллисекунду оказываешься там, где предстоит. And then I run towards my father. И вот я устремилась к отцу, бросилась к отцу. As I approach, I'm saying me, but it's the intermediate state, doesn't see the body of the parents, only the sexual organs. Но я приближаюсь, я говорю, я на самом деле речь о существе в Doesn't see the промежуточном body of my состоянии. father, just the sexual organs. Тело отца я не видела, только сексуальные органы. Это существо видит And только then сексуальные anger органы. arises. И тогда возникает гнев. It's an anger arises in То my есть mind. в уме возникает гнев. And this becomes the condition for me to then die in the intermediate state and to zap into my mummy's egg and sperm. И Daddy's egg and sperm. этот гнев приводит к тому, что я умираю в промежуточном состоянии и втягиваюсь в сперму и яйцеклетку отца. So as Rinpoche says, it's easy to see how ordinary birth is caused by delusions and karma. И, как объясняет Ринпоче, легко увидеть, на примере этого легко увидеть, что обыденное перерождение вызывается омрачениями и кармой. Buddha calls this a desire realm. Будда это называет царством желания. Desire, attachment, craving, all the same meaning. Желание, привязанность, страстное желание. У всех этих понятий здесь тот же смысл. Они предопределяют наше существование. Посмотрите на наши тела. 5 holes that demand feeding, isn't it? 5 дырок, требующих питания. This is what attachment is, We're determined by attachment. Это и есть привязанность. Привязанность нас определяет. Мы предопределены So, привязанностью. having a baby is just some holy gift from God. Так что Delusions. рождение ребенка — это не дар Божий, это следствие омрачений.
And conception usually starts that first second. И зачатие обычно происходит в эту первую секунду. Et habituellement, et commence à cet instant, à cette seconde même. And I'm telling my experience again. This is always often too much information, but I'm going to tell you anyway. Ну и по моему опыту, так как обычно ненужная вам информация, я все равно расскажу. Trop d'informations. When I was a hippie in London Когда я была хипушкой в Лондоне in 1968, в 69 году, I was a serious hippie. а в 68 году, я была серьезной хипушкой, то есть спала с кучей мужчин. I was always very authentic in my philosophy. Я всегда очень честно придерживалась своей философии. And I remember this Australian architect. I remember the job I had was I earned about £13 a week. Remember? Там был австралийский архитектор, я его помню. И, я на своей работе зарабатывал около 30 фунтов в неделю. And I was very impressed that he earned £1 an hour. И очень впечатлена была тем, что он зарабатывал по фунту в час. Une livre par heure. I didn't particularly like it. Вот это помню. Он не особо-то мне и нравился, но я с ним переспала. One day, in the afternoon, Как-то раз in во his второй flat половине in дня Earl's Court. в его квартире в Элскорт. I remember it Помню, как... because I remember. Why I remember? Почему помню? The second we did what we did, I thought, oh God, I'm pregnant. Стоило нам это сделать, как я подумал, о боже, я залетела. Eh ben, j'ai pensé, oh mon Dieu, je suis enceinte. In other words, a consciousness had come from the intermediate state and entered my womb. Иными словами, сознание пришло из промежуточного состояния и вошло в мою утробу. Crystal clear. Совершенно ясно. I never had that experience before or since. У меня никогда не было такого опыта ни прежде, ни до. I didn't call it a не после. consciousness. Я не призывала сознание. You know, I'm pregnant, I said. Я сказала, я And I беременна. knew I didn't want pregnant. И знала, что не хотела быть I didn't think of беременной. it as a person, Не думала, что это целая личность, but I didn't want what would end up coming out of me, a person. и не хотела, чтобы из меня какой-то человек вылез, потому But сделала I'm just тогда saying, it аборт. was interesting experience. Vividly clear. I Я просто remember the говорю, что moment это был right now. интересный опыт. Ясно, очень помню этот опыт до сих пор. Intéressant, cette sensation est si vivace que j'ai eue à cet instant, à cette seconde. So there's a sentient being who had karma with me, И вот было живое существо, у которого была со мной карма, died a few weeks before. которое умерло за несколько недель до того. Virtuous karmic seed was triggered before they stopped breathing. Добродетельное кармическое семя было активировано, прежде чем это существо умерло, но оказалось в промежуточном состоянии. I hopped into bed with this boy, Я запрыгнула в койку с этим парнем, and the karma ripened. и созрела карма. Sentient being came into my womb. Живое существо вошло в мою утробу. But obviously, we can also deduce they had the karma to be killed by Но me. мы также можем логически заключить, что у этого существа была карма для того, чтобы я его убила. Être là avait le karma d'être tué. You know, when we talked about karma, and we'll talk more. Мы говорили уже о карме, и еще 4 поговорим. ways that karma ripens. Говорили о 4 способах So созревания the кармы. one called experience similar to the cause И вот тот вид созревания, который называется переживание, подобное причине, Qu'on appelle l'expérience similaire à la cause. of the action called killing, для действия, которое называется убийством. in the case of this person who came to my womb, В случае с этим существом, проникшим в мою утробу, Entrer dans mon... they had the throwing karma to be born a human, у этого существа была ввергающая карма для того, чтобы родиться человеком, but they had the experience similar to the cause to die young. и было переживание, подобное причине для того, чтобы умереть молодыми. Mourir jeune. And they died as a fetus. Они умерли, будучи зародышем. Et mort, étant encore un fœtus. Also, to be killed by me. Также у них была карма для того, чтобы я их убила. That was due to their karma. Ça, c'est И все это было определено кармой. А я убила человека. And thank you. So then, thank you. So then then we can talk about this purification practice. We can do that later. А позже мы обсудим очистительные практики, поговорим об очистительных практиках. ça plus tard. So, yeah, any questions? Какие-либо вопросы? Yeah. Go on. Yeah. So say if somebody's dropped down dead, then okay, it's dead, it's a car accident, you know they're dead. If they're in hospital at the time and they die, then again you know they're dead. But what if somebody's not dead? Like I'm thinking kind of from a first aid point of view. Uh-huh. It's like people that are related to you, like that you're responsible for, like your children or your family, not That's just right. a stranger. That's right. At what point, like the gentleman had said, if I have a heart attack, don't call the ambulance. And it's easy for me to say a similar thing, like if I get really ill, don't
I don't want to go to hospital. But for children or relatives or something, at what point do you say, right, we need to call an ambulance because we can save them because they're bleeding out? I understand, yeah, I understand. Or, I understand. Если человек упал замертво, или если его в больнице пригласили умершим, с этим все понятно, но что быть вот с этим примером, где мужчина сказал своей жене: не вызывай скорую, если у меня случится сердечный приступ. То есть мне это может легко сейчас сказать: да, не везите меня в больницу, если я заболею, всего этого не хочу. Но как быть близким? В какой момент, как им понять, что да, сейчас все-таки нужно вызвать скорую, потому что, скажем, кто-то из наших близких истекает кровью и так далее. La personne saigne beaucoup et quand est-ce qu'on va décider d'appeler ou de ne pas appeler? It's difficult. No answer. I can't answer. It's difficult. Сложно. Здесь нет ответа. Я не могу ответить. Вам нужно знать не только этот процесс, но и быть знакомыми с медициной. Нужно оставаться, сохранить спокойствие, использовать здравый смысл. Главная проблема в том, что мы паникуем. И потому нам нужно получать образование, чтобы знать, что делать и в какой момент и как. The reason I ask just quickly is my husband's mother died recently, and first of all, she was diagnosed with cancer, so she then decided I'll have the chemotherapy, which was the first choice. She could have said no, but obviously she decided that's what she wanted to do. That's her choice. Some people obviously would choose different. So therefore that went fine. They said, yeah, okay. Well, it didn't. Obviously, it makes you sick, but they said, yeah, we're happy, it's all good. And then a couple of weeks later, she had these stomach pains, and she was taken into hospital, and it resulted in that she basically had 3-4 operations, and then she died, and she didn't make it because there was a perforation. So what's the point of the question? Make the essence of it. Sorry, darling. Просто задавайте по сути вопрос. She died ultimately because the chemotherapy radiated her intestine, which then burst. So then what's the point? Then she was rushed to hospital. So then? At what point would you say, okay, right, no, I don't want chemotherapy? Well, you don't have. I don't want to go but you to can't. hospital. You don't know that. How do you know, darling? You can't possibly. Each person's so different, isn't it? And that's why you've got to be informed. Девушка говорит, что причина, по которой я задаю вопрос, потому что моя свекровь, у нее недавно умерла, у нее был диагностирован рак, и она решила подвергнуться химиотерапии. Разумеется, многие люди выбрали бы какой-то иной вариант, но вот она решила подвергнуться химиотерапии, но через пару недель у нее возникла боль в животе, ее отвезли в больницу, и она умерла после 3-4 операций, потому что из-за химиотерапии у нее случился разрыв кишечника. Ну, точнее, Робин говорит, здесь нет какого-то однозначного выбора, каждый человек очень различен. Поскольку у нас есть контакт с учителями, я вот думаю о примере тех 4 монахинь, которые за последний год умерли. Поскольку эти монахини имели уверенность относительно ламы Зопы, первый человек, с которым они совещались, был именно он. Get ready for death, basically. He said, no need for a treatment. Do this, do that, do these practices, go here, do that, and they did. В 2 из 4 случаев он сказал, готовьтесь к смерти, делайте эти практики, съездите туда, сделайте то, сделайте это. И они так и поступили, так и стали делать, по сути. The other 2 both were given advice, get treatment, do this, 2 years one of them was doing all the treatment like you're talking about. So each person's different. This is the way Buddhists would take it if they had a spiritual practitioner, a spiritual advisor, В 2 других случаях, наоборот, он порекомендовал монахиням лечиться, и одна из них 2 года таким образом подвергалась такому же лечению, как то, которое вы описали. Так что каждый случай различен, и так вот мы бы действовали, если бы у нас был духовный проводник, человек, который нас в духовных вопросах может проконсультировать. Check with the doctor and then make their own decision. It's okay, I don't want to have any medicine, I'll die. And they do. So people make their own decisions all the time, don't they? Но даже многие люди, у которых нет никакого духовного пути, часто, выслушав возможные варианты, посовещавшись с врачом, решают, что ж, я не буду подвергаться этому лечению и просто буду готовиться к смерти. Многие люди принимают такой. Люди постоянно делают какой-то выбор.
Not easy. Это непросто. What else, people? Anything? Что еще? Autre chose? It's only 6 o'clock anyway. Yes, Alex. Alex is... Oh, here. Okay, go. Давайте. John. I assume, well, I don't know if it's correct to assume, Uh-huh. that in this, when the being in the intermediate state is attracted to the sexual union, Uh-huh. that if that being doesn't have heterosexual habits, then that scenario is... They don't talk about that. I don't know. No. I don't know. Я бы But you can speculate. I don't know. Я бы предположил, что если существо, которое притягивается к этому сексуальному союзу, если в его уме не гетеросексуальные отпечатки, то оно как-то иначе будет испытывать притяжение. Ответ, я не знаю, это не объясняется, мы лишь можем строить предположения на этот счет. L'être en question dans sa vie précédente ou ses vies précédentes était homosexuel, est-ce que l'attirance serait différente ou... Et bon, la réponse est on n'en parle pas dans les textes, donc je sais pas. I thought about that myself a lot. I don't know the answer. Я сама много размышляла над этим вопросом, но я не знаю I've ответа. never heard them say anything. Никогда не слышала никаких объяснений. What else? Еще что? Yeah. Vous parlez de la finalité par rapport à la mort, tout ça, mais pourquoi il y a certains grands maîtres qui se réincarnent dans la vie, quoi, comme Kalo Rinpoche ou d'autres maîtres, quoi. I'm not sure of the question, but you talk about the finality. Вы говорите об окончательности. What do you mean the finality of death? Can you ask him? La finalité de la mort. What do you mean finality Non, of pas death? la finalité, mais vous parlez de la mort, vous insistez sur le fait d'être présent, d'être préparé quelque part, quoi. Et pourquoi après il y a des grands maîtres qui reviennent sur Terre pour encore expliquer le Dharma et ainsi de suite, quoi. Вы настаиваете на факте, что нужно готовиться к смерти, но почему некоторые высокие мастера решают вернуться на эту землю, чтобы дать учение? Я понимаю вторую часть вопроса, но не понимаю, как она связана с первой. Не могли бы вы яснее это прояснить? Мы говорили о Бордо. Это промежуточное состояние между смертью и жизнью, да? И? D'atteindre la mort, quoi, et qu'après il y ait des grands maîtres qui reviennent pour réexpliquer le dharma et ainsi de suite jusqu'à... I don't understand why it's kind of a finality or end for us to prepare for this, and why high masters. But what I don't understand how they're connected. So I don't understand your question. I understand the second part. I'll answer that part, and then that might help you get your answer. Давайте я отвечу на вторую часть вашего вопроса, потому что я не понимаю, как она связана с первой. Может быть, вы тогда разберетесь в собственном On this вопросе. path, the Vajrayana path, На этом пути Ваджраяна, which is the Bodhisattva path, это путь Бодхисаттв. the goal of the high practitioner, the goal of all of us, but if let's say you are a high practitioner, Целью высоких практикующих, целью всех нас, но предположим, что высокие практикующие, you only want to get reborn so you can help others. единственная цель для перерождения на этом пути в том, чтобы помогать другим. So the most advanced yogis, Поэтому самые продвинутые йогины they're completely in control of the whole process, полностью контролируют весь процесс. and they even choose where they want to be born. They know exactly what womb they want to go to. И даже выбирают, где они хотят переродиться в точности, знают, в какой утробе они хотят родиться. From their own point of view, they might be so highly realized that they don't need to be reborn because they've got all the realizations, but they choose to be reborn out of their compassion. С их собственной точки зрения, на их собственном уровне, им вовсе не обязательно может быть перерождаться, потому что они уже обладают всеми реализациями. Но они выбирают переродиться, чтобы помогать другим в силу сострадания. That answers the second part. Это отвечает на вторую часть. Да, это я и хотел знать. Хорошо, спасибо. Yes, next one. Да, следующий. La conscience qui a en quelque sorte loupé son atterrissage en arrivant chez quelqu'un qui fait un avortement, est-ce qu'elle va renaître autre part et dans quelles conditions?
est-ce qu'elle a un karma qui en est diminué? This mind that, Этот ум, in a way, she says, missed her, its landing by choosing a womb and of a person who's gonna abort and who's gonna do abortion. ум выбирает приземлиться в утробе женщины, которая сделает аборт. Это сознание, которое не родилось, оно переродится или что с ним? Из-за того, что случился аборт. Это сознание не смогло переродиться. Что произойдет? Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette conscience? Qu'est-ce qu'il va advenir de l'esprit de cet être et qui n'a pas réussi en quelque sorte à renaître puisqu'il y a eu un avortement? Okay, so if we look in life, we can see, would you agree there are lots of people who get born and then die young? Would you agree with that? Посмотрев на жизнь, вы бы согласились с тем, что большое количество людей рождаются и умирают молодыми? Согласны? I mean, millions of babies die every year. We've heard about these things, right? Would you agree? Миллионы младенцев умирают каждый год. Мы об этом все слышали. Согласны. Умирают также и дети, и подростки, 20-летние, 30-летние. Would you agree? Согласны? And this is called dying young. Это называется умереть молодым. Before your lifespan. The normal lifespan these days maybe 80, 90, 70 years, isn't it? Прежде чем развернется естественный жизненный срок, в наше время нормальным жизненным сроком считается возраст 70, 80, 90 лет. And I don't think we do this research, but I bet if we did the research, we're going to find that actually the biggest number of humans who get a human rebirth, but then die before they're even born, is probably bigger than all the others, which means abortions or miscarriages. Я думаю, что на самом деле это исследование проводилось, но если бы мы его провели, мы бы пришли бы к выводу о том, что большинство существ, которые рождаются человеком, умирают так и не родившись. Их больше, чем те, кто все-таки родился и прожил какое-то время. Иными словами, больше всего людей умирают вследствие аборта или выкидыша. Можете себе представить? Карма та же самая. Есть то же самое. Каждый из этих существ с прошлой жизни. У каждого из них в прошлой жизни была активирована кармическая семя. Кармическое семя нравственности. Силу которого они переродились в этой человеческой утробе. То есть такая вот у них была карма, здесь ничего не упущено. Вы сказали, что не удалось приземлиться. Да, удалось. Ничего не упущено. Это существо, которое было зачато в рассказанной мной истории. Не знаю, был это мальчик или девочка, но в точном описании, в точном соответствии с этим описанием, оно было притянуто к нам как магнитом, и его влекло либо ко мне, либо к этому парню. Это одна карма. Та карма, которая привела это существо к человеческому рождению. Now, whether that's the fetus in my body, or the baby that I will kill when I'm, once it's born, or the child I will murder, or the one that dies young from a heart attack, whatever the scenario is, that's called experience, the kind of karma called experience similar to the cause. А вот то, идет ли речь об эмбрионе в моей утробе, или о ком-то, кого я убью, или о ком-то, кто умрет от сердечного приступа, что бы то ни было, вот эти их смерти, это уже карма, которая называется созревание кармы, называющаяся переживание, подобное причине. Вид созревания кармы, который носит такое название. Как вы помните, есть 4 вектора кармы, так я это описываю. 4 кармические дорожки, и они между собой напрямую никак не связаны. Можно родиться человеком, но посмотрев на вторую кармическую дорожку, на всевозможные склонности, можно посмотреть на такого безумца, как Гитлер, безумца, психопата, Его склонности были безумными, совершенно нечеловеческими. Третья карма, с которой Гитлер столкнулся, скажем, Гитлер, это переживание подобной причине.
c'est qu'il avait un karma de l'expérience And that's the way you're immédiate. treated by others. Это то, как с тобой обращаются So другие. he had lots of good stuff of that, and millions of people worshipping him, didn't he? И у него было много такой кармы, хорошего плана. Миллионы людей его почитали. Parce qu'il y avait des millions de gens qui l'adoraient. Do you understand? Понимаете? And he had environmental karma. И была определенная карма среды. Son karma environnemental. Well, Germany was quite a pretty country, so he had quite good environmental karma, didn't he? Германия была страной довольно красивой, так что карма среды у него была довольно хорошей. Un bon karma environnemental. So you can have a human birth, Что можно обрести человеческое рождение. one track of karma, Это одна кармическая дорожка. one track of Donc karma. ça c'est une des pistes du karma. Another one, you have terrible tendencies, you can be a mad person, При этом можно иметь совершенно ужасающие склонности, быть человеком безумным. and have really good things happen to you, И при этом с вами and have могут really случиться- good things happen to you. при этом с вами могут происходить очень хорошие вещи. Or you can be born a human, Или можно родиться человеком, Renaître humain, have really good tendencies, иметь очень but хорошие have terrible склонности, things happen to you, но сталкиваться с ужасающими вещами. like the lady on death row. Как та женщина, которая сидела в ожидании приведения в действие смертного приговора. So whether you die in the womb, or you die as a 1-month-old baby, or you die, in your bed, and the way you die will determine the next rebirth. Умираете ли вы в утробе или младенцем в возрасте 1 месяца, или в своей постели, то, как вы умираете, определит ваше следующее перерождение. et dans tous les cas, la façon dont tu meurs va déterminer ta prochaine renaissance. Well, my baby was 12 weeks old. Моему младенцу было, моему ребенку было 12 недель. Я его не считала родителем, но в какой-то степени оно же должно было быть I mean, they сформировано. pull it out with these forceps, don't they? Его, если я правильно понимаю, щипцами вытаскивают, And they didn't pull it out properly. и его не They вытащили didn't pull должным it out образом. properly. Его не вытащили должным образом. So I had to have another operation. Так что пришлось сделать еще одну Because they left part of операцию, the fetus in my body. потому что часть эмбриона осталась в моем теле. What a terrible way to die. Ужасающая смерть. So no doubt it was very painful death, Так что нет сомнений в том, что это была очень болезненная смерть. and his consciousness probably freaked out Нет, и сознание, вероятнее всего, запаниковало. and probably went to the lower realms. Вероятнее всего, попало в низшее царство. More than likely. Более чем вероятно. Are we communicating? Понятно? Oh, I sound a bit clinical about it, I know, but Я как будто, я так как-то клиническим языком это описал, но мне кажется, что это так. Так что, разумеется, необходимая очистительная практика, which we'll talk about after dinner. о которых мы поговорим после ужина. Regret Раскаяние your actions of harming others. по поводу действий, которыми вы причинили вред другим. First reason, Первая причина. because I don't want to have that kind of experience. Первая причина для этого раскаяния — это то, что я не желаю сталкиваться с этими Then страданиями. I have compassion for the sentient being I harmed. Далее, сострадание к живым существам, которым я навредила. Then I do a practice to purify it. Затем я выполняю практику, чтобы очистить эти действия. And then I do the fourth step, vow never to do it again. И если совершаю 4-й шаг, даю обет никогда не совершать такого же вновь. Regret, Раскаяние, compassion, сострадание, the action, the antidote, the practice, противоядие, and самопрактика determination to change. и решимость измениться. There's no karma we can't purify. И нет никакой кармы, которую невозможно было бы очистить. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос. Okay. Anyone else? Еще что-нибудь? Of course you can't. How can I do that? Можно ли также очистить карму ребенка или тоже свою? So when you really understand karma, Когда вы по-настоящему понимаете карму, если по-настоящему понять карму, то поймете, что это смехотворный вопрос. То есть это хороший вопрос, но с точки зрения понимания кармы смехотворный. So okay, something bad happens to you. Вот что-то плохое с вами случается. You know, I punch you in the nose, let's say. Скажем, я вас бью в нос. So I can purify my part. Я могу очистить свою часть. But your purifying has to imply recognizing that you must have harmed me in the past. Но чтобы вы очистились, вы должны понять, что вы в прошлом мне вредили. Having compassion for me. Наличие Doing a сострадания ко practice to мне. purify the past karma that you must have caused. Осуществление практики, которая очистит причины, созданные в прошлом. And vowing never to do it again. И обещание никогда это действие вновь не совершать.
How can I force you to do that? Как я могу вас заставить это все осуществлять? Pensez à faire cela. Karma's in your own mind, you know. Карма в вашем собственном уме. So you purify the karma that we created together, right? No. Вы создаете карму, I которая can't. создана It's another way of вместе? saying Нет. I'm purifying you. It's not possible. Это подразумевало бы, что я очищаю вас, но такое невозможно. You got to purify. You got to do your job. I got to do my job. Вы How can I change your mind? должны очищать себя, а я себя. Как я могу изменить ваш ум? It's not complicated. We have to Это keep не it, сложно. get the real simple meaning of it. Though. Нам нужно When you понять understand, простой your смысл. mind has to engage in it. My mind has to engage in mine. Ваш ум должен вовлекаться в ваш процесс очищения, мой в мой собственный. Ton esprit doit s'occuper de ta partie, et mon esprit à moi doit s'engager sur mes affaires. Do you see? Понимаете? Yeah, thank you. Да, спасибо. Someone else. Еще что-нибудь? At the back as well. Don't forget at the back as well, Tsanka, as well. Не забудьте, что там еще сзади. At the back as well, yeah. Yes, sweetheart. I guess my question is, I worked in hospice. You and worked or work? I've worked. Okay, good. And I would like to work with children. Yes, in fantastic. hospice. Yes. And sometimes I've worked with teens who are dying. There's so much grief from family Yes, members. that's and right. So much attachment. Are there like Of course. images or ways to help people when they are dying and there's a lot of attachment in the room? Like people are really grieving, they're crying. In the room. It's terrible. It's the worst thing for the dying person. It's just the worst thing, darling. Isn't it? Can you imagine the distress when you're dying? Everyone's crying. I mean, it's unbelievable. It's like a nightmare to die like that. Я работала в хосписе, в том числе с умирающими подростками, и мне иногда мучения близких и невероятная очень сильная привязанность, все рыдают и так далее. Интересно, есть ли какой-то способ с этим делом помочь, тем, что в момент смерти умирающего окружают рыдающие родственники, плачущие, очень сильная привязанность, правильно, и так далее. Да, это один из самых ужасающих факторов. Представляете, вы умираете, вокруг все рыдают, расстроены. A question of being able to offer the dying person some way to get some distance, perhaps from all the Yeah, get the people out of the room is the simple answer. Да, мне просто... But sometimes, you know, in families it's hard and parents are Well, of course it is, but that's why you have to depend on what power you've got, isn't it? Мне интересно, просто интересно, есть ли какой-то Depends on your способ power in the помочь situation, what power you have, what authority you have. помочь человеку отстраниться от этих стенаний родственников. Ну что ж, простой ответ — просто выставить родственников из комнаты. Здесь все зависит от того, какой властью вы обладаете, каким авторитетом. Вам приходится полагаться на свой авторитет, на свои властные полномочия. It's literally the worst way to die. Это в буквальном смысле самый плохой способ умереть. So much distress, so much attachment, so much anguish. Очень много расстройства, очень много привязанности, очень много мучений. So if you have time with this Душевных person and мучений. they trust you, you can give them advice. But excuse me, it's so much to... When, even when we're living, it's hard to control our minds. Forget when you're dying. То есть, если, конечно, вы проводите много времени с умирающим человеком, он вам доверяет, вы можете давать ему какие-то советы. Но нам ведь даже при жизни сложно это своему контролировать. Because as long as there's something there that you can be attached to, you'll cling to it like a vampire. Ведь пока есть что-то, к чему можно привязаться, мы за это что-то будем цепляться, как вампир. It's like you're literally keeping yourself alive with all this attachment energy. Как будто бы сохраняя свою жизнь, поддерживая себя в живом состоянии силой этой энергии привязанности. But people often say, as soon as the person leaves, they die, because now they've finally got a bit of peace, you know? И часто люди Well, рассказывают, not quite that, no. There's nothing no longer something to grasp onto. часто люди говорят, стоило им уйти, как человек скончался. Почему? Потому что ему не за что было больше цепляться. Больше не было объекта для цепляния. Do your best. Делайте, что можете. All a question of how much authority you have, isn't it? Все опирается в то, какого рода властными полномочиями вы обладаете. The least you can do is keep your clarity and your kindness and have that person
trust you and you support that person to be steady and calm and not influenced by all these crazy relatives. Самый минимум, на который вы способны, это, который вы можете осуществить, сохранить собственную ясность и доброту за счет имеющего между вами и человеком доверия, помогать ему, насколько это возможно. Because the commonest feeling we have in our culture is, we don't call it attachment. We don't think it's a problem at all. Потому что самая общая проблема в нашем обществе, что мы вообще для нас настроение в том, что мы вообще не считаем привязанность проблемой. We have the television on, we have their pets with them, their mummy, their children, their aunties, their uncles. We think that's good. We think it's called good, Мы включаем любимую музыку человека, его любимые телевизионные программы, окружаем его любимыми питомцами, дядями, тетями и так далее. И все это считаем хорошим. Думаем, что это что-то хорошее. You see, pets is a really touchy subject for us in our culture. Для нас питомцы — это очень деликатная тема. We have so much attachment to our pets. У нас так много привязанности к своим питомцам. We don't think it's a problem. We think it's called love. И мы не думаем, что это какая-то проблема. Нам кажется, что это любовь. Думаем, что это называется любовью. Это не любовь, это невероятная привязанность. So we want our attachment objects around us. И мы хотим, чтобы объекты нашей привязанности нас окружали. Can only increase our attachment. А это лишь усилит нашу привязанность. I remember one center we were having this discussion one Saturday, and then we were talking about how you've got to have it quiet, have prayers playing, have no pets there, have no talking, And so one lady she came next day, and she said her friends were helping one of their friends die. Я помню, как-то в одном центре мы обсуждали эту тему, говорили о том, что не должно там быть питомцев, а помещение должно быть спокойным. Должно что-то кармическое проигрываться и так далее. То есть те вещи обсудили, и на следующий день пришла женщина, которая сказала, что она помогала вместе со своими друзьями умирать какому-то человеку, поддерживала какого-то человека в момент его смерти. И вот, собственно, после учений в субботу именно ее очередь была идти и сидеть с этим умирающим. Она вывела из комнаты питомца, выключила музыку Пэтси Клайн, сделала помещение умиротворенным, и через пару часов вдруг скончался. Я не говорю, что... Я не говорю, что умирать или не умирать хорошо, но это ситуация, где мы за счет привязанности продлеваем жизнь человека, делает его уход еще более полным стресса, еще более помраченным, потому что в конечном итоге человек, умирая, пребывает в панике из-за того, что просто больше уже не способен держаться. Так что нужно вообще понимать, что такое привязанность. Ведь если на Западе такие разговоры ведешь, это кажется жестоким, кажется плохим. This is why this book that I worked on, the real point of it is actually not preparing for death. И в этом, на самом деле, та книга, над которой я работал, подлинное назначение не столько подготовка к смерти, а подготовка к следующей жизни. Вот точка отсылки, точка отсчета для всей этой книги. Даже когда-то впервые люди стали смотреть на рукопись, стали спрашивать, а где глава про горе? Это другая книга должна быть. Это книга о том, как помочь людям умереть, чтобы обрести хорошее перерождение. На Западе сейчас в движении, в хосписном движении происходят замечательные вещи. Никакой... И я здесь ничего не критикую. В большей степени эти вещи направлены на то, чтобы избавить смерть от какой-либо мистической составляющей
убрать taking away the страх, fear, устранить страх перед смертью, and making it better for the families. а сделать ее более комфортной для членов семьи. So I participated in a conference at a hospital dealing with dying children in Sydney a couple of years ago. Пару лет назад я участвовала в конференции на Сиднейской больнице, которая работает с умирающими детьми. It was wonderful. Such good people. И замечательный был опыт, там замечательные люди. So this doctor, he'd created in the morgue for the babies who died, the children. He decorated like a nursery, a children's nursery. Врач, который там, один из работающих там врачей, морг для младенцев, украсил как детскую комнату, как ясли. Yeah. So there, one little boy. So the families and the siblings were allowed to walk in and out of the morgue to see their little dead brother. He'd say, "Come and see my dead brother." И чтобы члены семьи, братья и сестры могли посмотреть, зайти в морг и посетить своего умершего брата. И там был один мальчик, который говорит: «О, приходите посмотреть на его мертвого братика». Wonderful. Замечательно. But it's only about the living. Но все это завязано на тех, кто жив, на It's живущих. helping the dying person be peaceful. It's true. Да, это действительно помогает умирающему сохранять спокойствие и пребывать в умиротворенном But once состоянии. the bodies stop breathing, Но когда дыхание пресекается, naturally being the materialist world, поскольку мы живем в мире материалистов, it's all about the people who are left behind. дальше все посвящено только тем, кто остался в живых. And how to get Тем, кто all the пережил books are утрату. about that too. И все книги также посвящены именно этому. This one, of course, that's important. Of course it is. It's wonderful to demystify death. We need to. И, конечно, это замечательно снимать смерть мистическую But this флёр. teaching of Rinpoche's, Но эти учения Ринпоче, being a Buddhist, поскольку они what I'm буддийские, describing here, соответствует тому, что мы здесь context is the описываем, next life. в них контекст — это следующая жизнь. Because you could argue, from the point of view of the dying person, Ведь можно было бы сказать, что с точки зрения умирающего человека, if there is no afterlife, если никакого посмертного существования нет, if we are only physical, если мы действительно лишь материальны and we just turn into dust, и просто обращаемся в прах, from the point of view of the dying person, с точки зрения человека умирающего, it doesn't matter how you die. неважно, Who cares? как ты умираешь, кому какое дело. So half the time it's only about the families. Так что в половине случаев все полностью завязано на семье, посвящено Even семье. if you're a materialist, Даже если вы материалист, and your loved one dies completely having hallucinations and freaking out and kicking and screaming, и ваши близкие умирают, переживают мучительные галлюцинации, в you want him панике, to die as soon as кричат. possible because he's looking so unhappy. Вы хотите, чтобы ваши близкие умер как And можно the ones who are скорее, stressed out are you. So it's all about us. потому что кажется, что он очень мучается, а стресс переживаем именно мы. Все вокруг нас вращается. Can you see the point I'm making? Понимаете, о чем я? Or not? Are we Или не communicating? понимаете? Ясно, о чем речь? No comment. Без комментариев. Am I confusing you? Я вас запутала? No comment. Нет ответа. I can't understand how you're feeling. Okay. Непонятно, что вы чувствуете. Ну ладно. So it's up to us. We Всё don't have to зависит have the Buddha's view. от That's all нас. it's my Решать job talking нам. about the Buddha's view, isn't it? Мы не обязаны придерживаться воззрений Будды, но моя работа именно в том, чтобы рассказывать о них. You know, again in the West, if our loved one dies peacefully with a smile and thanks us all and dies with a smile on their face, we're so happy. Опять же, на Западе, если кто из наших близких умирает спокойно, умиротворенно, с радостной улыбкой, благодарит нас, мы очень рады. But if the reference point you're using, if the point that you're using is this one, which is you do everything to help that person die peacefully so they get another decent life, then everything changes. The whole framework is different. Но если вы все это будете рассматривать, все эти процессы рассматриваете с точки зрения того, как помочь своим близким умереть спокойно, чтобы они обрели хорошее перерождение, тогда вся картина полностью меняется. Все приходится интерпретировать совершенно иначе. And if you're taking the Buddhist view in your life, А если вы в своей жизни придерживаетесь буддийских воззрений, in ставления this Будды, case, as the helper, в данном случае вы как помощник, then it's a very powerful experience helping somebody die. помочь кому-то умереть, это опыт очень мощный.
not sad. не грустный. There's none of all the tears and regret and how bad and how terrible she shouldn't have died. Why did they die? This is so wrong. You don't have that. There's none of that grief. It's true. Без слез, You've got no сожалений. good heart. It's because you've recognized the reality of death. Death is fine. Без слез, сожалений, она не должна была умирать, почему она умерла, как она умерла и так далее. Без всего вот этого. Все это теряет какой-либо смысл, не потому что вы бессердечны или лишены доброты, а потому что вы признали реальность смерти, смирились с реальностью смерти. Ведь смерть — дело естественное. Смерть — это часть жизни. Пора ужинать. Пока мы не умерли. Умрем здоровыми. Так мы... Just think of dinner now as let's think of dinner as delicious. Forget it. Let's think of dinner. Yeah, okay, think of offering dinner. Давайте подумаем о подношении ужина, о том, чтобы его поднести. Imagine the whole delicious dinner, mountains of it. Мы представляем вкусный ужин, целые горы ужина. We bless it with the energy of all the holy beings. Благословляем его энергией всех святых существ. Представляем этот запредельный нектар. And as Rinpoche says, the most important thing is to imagine offering it. И как говорит Лама Сопа Ринпоче, самое важное представить, что мы этот нектар подносим. Так что мы думаем обо всех существах во Вселенной, всех страдающих живых существах, и обо всех Буддах, всех святых существах, всех наших гуру. Все пространство их полно, ими полно. И затем мы представляем, что мы с радостью преподносим им этот вкуснейший нектар. И затем представляем, что они все переживают блаженство, этот нектар получая. Lama Sangye, Lama Chö, Dejen Lama Geronte, Kungi Jepo Lama Te, Lama Namla Chö Pabu. Сегодня вечером поговорим об очищении. Пока не умерли, немножко очистимся.